Ну так, всем добрый вечер, дорогие друзья. С вами, как обычно, Fomix. Короче, сейчас через 12 минут уже начнется. С вами, как обычно, Fomix. Короче. Где? Сейчас через 12 Потерялся, блядь. Этот пидор. Пошел. Потерялся, блядь. Ну, короче, ждем 12 минут и посмотрим. Там должны предстать гребаные, что там, в Modern Warfare 2, самое главное, они больше всего будут показывать. Показывают еще, ну, Warzone 2 покажут, абсолютно нахуй никому не нужные, неинтересные игрухи. Ну, это сарказм, если что, сарказм. Потому что мне, в принципе, ни хрена не интересно, кроме мобильного Warzone. Собственно, вот самое главное, надо мобильный Warzone посмотреть. Я уже дальше по своим делам пойдусь. Хотя бы геймплей покажут, я не знаю, может какие-то даты, что ли. Может, опубликуют, может, дату какого-нибудь первого бетки, кажется. Собственно. И закончим. Привет из Казахстана, да, всем привет, всем здрасте, кого не видели. Завтра еще, господи, завтра еще какая-то трансляция двухчасовая, хуеверс, честно. Нет, я уже настолько ленивый, признаваться не хочется. Но 2 часа какой-то ссаной трансляции хуеверс смотреть не очень хочется. Вот, а потом еще, по идее... нет. Я не понимаю, двухчасовая или часовая. Потом еще в 3 часа у них будет трансляция, собственно, 3.1. Это надо будет смотреть. У них какая-то отдельная трансляция будет, хуеверс. Я вот не совсем понимаю, что это. Вот, да, на Tokyo Game Show отдельная трансляция будет. Может, забьем болт. Вполне возможно, там ничего интересного не покажут. А может, придется смотреть. Готов завтра к стриму разраба? Да, конечно. Нет, не готов, но придется стримить. На каком сервере ТОВ? У меня там, по-моему, в прошлом стриме должно быть написано в описании, на каком я сервере был. Ща, где моя вода? Я чай не приготовил. Ну ладно, ладно, пофиг. Что там, 9 минут осталось. Но я думаю, ребята, на самом деле, опять рано начали. Скорее всего, сейчас 9 минут закончится, и опять какой-то тут сраный отчет просто будет. Нам придется где-то еще, наверное, полчаса ждать начала. Запустим Геншин. Если сейчас будет, ни хрена не будет, придется в Геншин гонять, как обычно. И там все равно закрывайте эти сраные ивенты. Столько задротить надо, вообще ничего не успеваю, ужас. То по стримам на ближайшее время. Говорю, завтра... Кстати, завтра я выклинчил бетку одну. Может быть, завтра будет бетка по очень интересной игре, закрытая. Я, кстати, блин, в Телеграм не кинул запись на бета-тест этого Mad World. Вот, сейчас уже закрытая бетка Mad World идет, на нее уже не попасть. Вот, а мне, короче, должны были одну игрушку кинуть. Вот мне интересно. Ну-ка, мне что-то написали. Да, завтра. Я пришлю вам CDK вместе с ссылкой. Ага, да, завтра мне пришлют ссылку с доступом. Там вроде прикольная игруха. Хорошо, интересно выглядит. Сдрот — это судьба. Угу. Да, когда уже будет релиз Грязного мира? Да я... Ну, надо было, там новая бетка сейчас идет, блин. Надо было все-таки туда попробовать зарегаться. Ну, сейчас, может, круто выглядеть будет. Ну, уже на следующей бетке посмотрим. Сейчас, короче, если через 7 минут не показывается стрим, будем, наверное, в Геншин гамать еще полчаса.
Ладно, сейчас я за водой сбегаю, за водичкой. Шесть минут. Закряхтел. Да я таким себе старым сейчас чувствую. Я вообще себе... Ну, я заболел, я так себе... Все, у меня уже как будто волос мало. Какие-то морщины, прыщи. И под глазами. Волосы. Все, молодости нет. Мне уже играть, наверное, тяжело постоянно задротить. Абзда. Как дальше жить-то, я не знаю. Че, куда дальше двигаться? Э, 5 минут. 5. Дальше в Геншин будем гонять, наверное, до конца жизни. Я еще жирный стал, пиздец. Я вообще не представляю, у меня так сильно сбился этот. Ну, я тут поною. Все равно мне не хрена осуждать, я тут поною. У меня, по-моему, так сильно сбились гормоны, что я, короче, вообще почти ни хрена. Вот эти я болею, 3 дня ни хрена не ем. И вообще почти не худею, то есть. Вообще не худею. На 2 килограмма похудел, но я, простите, 4 дня ни хрена не ел. Я еще думаю, как от второго отбородка избавиться. Ну, ладно. У нас Евразопе, ППЦ, счет огромный, а ты как жить? Вот огромный. Так у вас в Еврозоне должны быть зарплаты большие. Ну, это кто работает. Извините. Извини, пожалуйста, он не ной. Пожалуйста. Мой стрим хочу и ною. Специально, блядь, стримом задел, я за стримером заделался, чтоб ныть. Одному себе ныть скучно, а другу ныть, ну, так без друзей можно остаться. Блядь. Янку с борщом надо. Не отказался бы. Кстати, слышал, что второй... Да. Ну, он... Второй подбородок и из-за лишнего веса появляется, и из-за сутулости тоже, да. И оно, кажется, и то, и другого. Warzone должен где-то 28 октября быть, сам придумал. Как там прошлая игра поживает? Какая? Tower of Fantasy? Как-то поживает. Сам ты колду будешь играть? Ну, посмотрим. Нет, да, на самом деле, если вы не знаете... Серьезно, для меня самый лучший мобильный шутер, это вот, мобильный Тарков выходил. Fomix Гей, блядь, еще раз такую хуйню напишешь, нахуй забаню. Пидор. Сейчас, подождите. Ну, много ли я, на самом деле, действительно шутеров стримлю? То есть, тот же выходил этот... Apex.
Мы его ни хера не стримили. Ну, сколько мы его на релизе постримили? Нет. Я в мобильные шутеры особо почти не играю. То есть тот же Call of Duty. То есть мы на релизе поиграем. Мы поиграем на бетках, поиграем на релизе. В общем, полностью все, что сможем. Да мог его не банить, боже. Вот, арена Breakout, вот, серьезно, арена лучше, чем, по мне, лучше, чем Apex, лучше, чем Call of Duty. Ну, вообще, лучше, чем все, что выходило. Я вот и сомневаюсь, что новая королевская битва что-то принесет нового. Не, я, кстати, играл в ПКшный, да, я играл в ПКшный Warzone, он действительно довольно графонистый. И, ну, очень динамичный, он прям очень мощно динамичный. То есть достаточно такая крутая, конечно, тема, но я не люблю Battle Royale, честно, не люблю их. Я понимаю, почему от Call of Duty такой большой хайп. Ну, честно, и стримлю я его. В основном из-за, ну, именно такого отклика, что ли, известности. Ну, сильно я не прям фанат, поэтому у меня нет такого восторга. А так, как обычно, поиграем на бетках, поиграем на релизе. И забьем хуй. Там нужен скилл. Да в любом шутере онлайновом нужен скилл. Ни хрена себе. Ебать. Правда ли то, что они перенесут ПК... графон с ПК на мобилу? Я сомневаюсь, что тот, который был на телефоне... Ой, что тот, который был на ПК, перенесут прямо на мобилу. Но он будет прорывным, я думаю. 4 пальца, гироскоп и все. Да я думаю, просто гироскоп и 2 пальца. Я в мобилке играю что? Ради того, чтобы напрягаться. А то, когда каждый раз, когда я играю в шутер, ну, 4 пальца, 4 пальца. Идите в жопу. А, все что ли? Началось? Сразу? Так понимаю, русского не будет, да? Ой, я не русский. Так, что по звуку? По звуку нормально все? Скажите, пожалуйста. А, все, да. Полчаса, пацаны. Открываем Геншин. Извиняюсь. Геншин, наш любимый Геншин. Просто подождем немножко. Дайте. Как же мне сейчас Геншин-то открыть и это не закрыть? Придется все-таки Геншин открывать, пацаны. Ну или, не знаю, можете что-нибудь другое. Могу Disco Elysium поиграть, у меня пиздатый, вот люблю. Или Ведьмака 3-го. Ладно, мы же все тут... Геншин на инфаркты, так что давайте все-таки Геншин открою. Ты перенес трансляцию. Вы ж ничего там не видели? Я надеюсь, там ничего и не было такого. Ща, я пока не могу Геншин открыть. Только не Геншин!
Мужицкую игру 7 смертных грехов. Угу. Да, да перемотай ты. Кстати, да, ну там, я сегодня к Геншин зашел только. Спустя долгое время там в Доре, за Дори дали поиграть. Слушайте, такая кайфовая в плане анимации. Мне так Дори понравилось. Чё, квест на Тома, хоть поржем. Так, секунду. А, тут что-то началось. Bridges the skill gap and adds like a new level to like grind it out, you know? Yeah. Mm-hmm. I love that. So do I. Ничего, такая блондинка. Have the best time. Enjoy yourself. I'm so hyped. Это все? Сейчас я Геншин открою, пацаны, подождите. Я его просто открыть не могу. Происходит. Он так не видит. Короче, ребята, извиняюсь, он почему-то он у меня вот так вот не получается. Я не могу играть, ладно, пусть будет вот так. Когда звук вырублю. Я не слышу, что там происходит, я слышу только звуки. Если что, говорите, что там что-то интересное. Modern Warfare 2 is my absolute favorite COD of all time. 2009, that was my very first Call of Duty that I ever owned. I am so ready to experience just that. Мне про котика игра понравилась, которая выходила. Стрей который. Не, мне стрей мы прошли, стрей мне что-то вообще не зашла. Стрей. Что, изучение таблеток? Что это такое? Ой, это что-то новое. Слушайте, тут прям, ну, дохренища. Очень много чего открылось. Это сегодня появилось, да, получается? Окей. Че, давайте вот эти богатства искать. Богатство будем искать. Это где-то с пустыней рядом. Здесь. Выруби Геншин. А чё вам врубить-то? Чё еще делать? Геншин это все. Вы чё, пацаны? Не, можно было бы, знаете, что постримить этот. Тарков мобильный. Там белый экран, ничего не видно. Блять. Там все равно не... Ну да, нихуя не видно, действительно. Я ничего не могу сделать. Я пока, ну, типа, просто... Так как я не открываю эту страницу, у меня, видимо, что-то с этим. С изображением. Меня хоть нормально слышно? Именно звук. Рубином рок. Врубать танк компани. О, подожди, сундук, заебись, я сундук нашел. Норм слышно? Ну хорошо, спасибо. Хотя бы меня слышно нормально. А чем вам эта музыка не нравится?
Врубай гачи-мучи. Ладно, я затрахался эту музыку слушать, не, мне тяжело. Ага, Call of Duty Shop, он даже какую-то рекламку показывает сейчас. Ладно, если что, говорите, когда там, может, что-нибудь начнется. Дайте я здесь верну музыку. Нормально, в Геншит поиграем-то. Чтоб не отвлекали. Требую Евангелион. О, нифига. Тут еще сундучок. Белый экран смерти где? В этом, что ли? В углу? Ну, в углу, да. Да в углу похер. Ну, чё, я ничего не могу сделать. Пусть и будет там. Я... Как Делюкс был. Колей умерла. Я их не качал, если что. Типа, колей не качал. Там Милфон интервью у задротов берет. Ну, окей. Это, конечно, очень интересно. Сейчас, через 10 минут. Через 10 минут, ребят, обратно включу. Окей? Будем ждать еще 10 минут. Вырублю Геншин. Через 10 минут Геншин вырубаю. Уже была презентация? Нет еще. Бетка будет в этом году? Ну, думаю, да, какая-нибудь бетка будет. Блин, где-то здесь типа сокровища должны быть. Что-то я не... А, да, я ж не включил. У меня, если чё, 10 тысяч. Еще тут десяточка. Ну, это мало. К сожалению. Это вот все, что я за новую карту набрал. Где-то здесь. Жду в октябре Warzone 2. Не, я что-то один раз мой сюжет как-то купил. Какой-то Call of Duty ради сюжета. И понял. Это была плохая идея. Теперь я, наверное, Call of Duty ради сюжета покупать не буду. А в плане шутера, ну... Не мое. Вот помню первую Call of Duty. Вот там был пиздатая игра. Не, там еще был какой-то Modern Warfare, действительно, очень тоже сильная, вроде в плане сюжета. Ты на презентацию показуешь или Геншин? Показую я презентацию. Сейчас, 10 минут, ну просто... Ладно, наверное, это плохая идея, да, на презентации Warzone стримить Геншин.
Сейчас дайте мне хотя бы вот это сокровище дособирать. Я уже стуканул на тебя. Сейчас, давайте 7 минут. Дайте мне 7 минут еще постримить Генша. Ну, по этому. Пособирать. И все, будем ждать Call of Duty. Фу, брось Геншин. У вас есть какие-то игры попиже Геншина? Скажите, пожалуйста. Тетрис? Действительно. Давайте будем Тетрис сейчас играть. Бабломет. Тут соберите энергию. Ага. Сейчас, мне просто надо копить эти сраные гемы перед сраным обновлением. На чем я буду вам героев выбивать? Я так ни хера не играю. Так, хотя бы на таких стримчиках могу иногда позадротить. А где-то что-то еще должно быть. А хотя бы даже КС, но не Геншин. Какой КС? На мобилу КС. Вы посмотрите, сколько больше всего просмотров у меня на этом канале, какая игра набирает. Ой. Не, по-хорошему, конечно, должен был какой-нибудь стрим Call of Duty Mobile, что ли, постримить в ожидании. Ты ж по-любому у ванны лежишь и в Геншин играешь. Не-не. Я вообще что-то играть не в чё. Поговорите с чудаком на скале. Подожди, а мы здесь... Я не понял, я там все собрал или нет? Я не собрал. Стань топ-1 мира инвокером. Не, я в дотку сейчас только 2 героями играю. В основном Виверной. Может, иногда, вот, думаю, Дазлом еще иногда играть. Дазл ничего такой. Но Виверна пижу. Я думаю, вам дотка еще меньше нужна, чем Геншин. В мобильный Warzone добавили аниме-скины. Ага, мобильный Warzone еще не вышел, да? Но ты уже знаешь, что там аниме-скины есть.
Как думаешь, Warzone Mobile залетит? Ну, это не у меня спрашивать надо, потому что мне... Да, наверное, так же, как и, может быть, мобильная Call of Duty. А, мне тяжело сказать, честно. Потому что я не люблю королевские битвы. А это будет еще одна королевская битва. Там есть корошные режимы. Смотрим. В общем, это не у меня как любителя шутера, надо спрашивать. У нас все-таки больше здесь, знаете, больше как-то РПГшки, что ли. ММОшки. Сюжет. РПГшек, ММОшек. Поговорить с чудаком на скале. Подожди, что мне надо сделать? Так, 2 минуты. Ну ладно, давайте так и быть, вырублю. Не, давайте напоследок попиздимся кое-где. Попроходить надо. Ладно, все, давайте вырубаю. Десять минут осталось. So of course here for Modern Warfare 2, so many different things that you're going to be able to test out here today. What are you looking forward to the most? Так, ну тут никаких нет никаких субтитров, так что что я могу сказать? А у меня еще говно английский, как насколько вы знаете. Так что ничего умного я вам, скорее всего, во время стрима сказать не смогу. And really be able to, just start hit the ground running this Пока ни time. хрена не происходит. As we look ahead to Warzone 2, do you have any favorite memories on Warzone? On Warzone 1, oh yeah, I have some great ones. The end of Verdansk was probably one of my Действительно, favorite ничего things такая on stream милфочка for- вот здесь I did my справа. first subathon, it was 7 days straight, and we covered the whole thing from the Easter eggs and all the things that told us what was going to happen to seeing the nuke actually explode. And I don't know if anybody keeps up with Modern Warzone, but I had been saying since Verdansk came out that it was going to be blown up by a nuke. So to see it happen was just euphoric for me. Nice. Love Well, I it. can't wait to see if your predictions come true for this next game as well. Thank you so much. Thank you. На усишки у задрота. Да, ничего такие. Должен быть? Что должен быть? Русский язык? Это я сомневаюсь. Ну, может, какой-нибудь русский язык будет, а здесь сейчас русского нету на стриме. Даже субтитров нету. Милсов сказала в конце, чтобы усатый далеко не уходил. А девочкам, по-моему, нравятся усики. Ну, если они нормальные, прям такие. Можешь попробовать тоже вот так вот себе усы французские сделать. Obviously, new iteration of the game. We're expecting so many different things coming out to play here. What do you expect out of this new game? What are you looking forward to?
I'm looking forward to the Call of Duty polished feel you expect, especially from Infinity Ward. I think that was my favorite part of Modern Warfare 2019, was just how smooth everything felt. I love the field upgrades. I'm wondering if they potentially added any more. And at the end of the day, they've already teased earlier today the brand new Gunsmith 2.0. I want to see what type of crazy weapons we can come up with. I cannot wait to just lay the smackdown on all the Call of Duty League pros that are here. They're all absolute noobs. I'm looking forward to today. Ваш геймплей сытый. Летний показать телеги. Блин, да я его сейчас не найду. Ну, кстати, да, как вариант. Вариант. Call of Duty Mobile 2. Yes. Я нашел, короче, Call of Duty Warzone, и это мобильный Тарков, вот этот китайский, который. Они, короче, напиздел, пацан напиздел. 50 тысяч просмотров набрал, а в итоге он просто показал вот этот китайский Тарков. Пидор. Alright, Swag, so good to have you guys in the building. Of course, we have Modern Warfare 2 coming up. You're going to get a chance to get on the sticks and play it. How are you feeling about this brand new title? Really good, man. I mean, MW2, the name itself has so much hype around it, and it's just so exciting to play a game. Infinity Ward is my favorite company to make the game, so I'm super excited. Я уже Amazing заблокировал stuff. So, пацана. gents, how are you guys feeling? We've got Warzone 2.0. Our first event here. Что бородатый сказал, не знаю. I'll pass the mic around. Okay. Anything you'd like to add? How are you feeling? I'm feeling good. I'm super excited. This is the first like Call of Duty like event, Booyah said, this like is our first testing ever wise event, that so I've been this is to, really so new to us. I'm Really, really exciting. I don't know what to expect, but I'm just ready to play. You know what I mean? Any favorite memories from the original Modern Warfare 2 that anyone wants to share? I remember. А, ну уже 5 минут, я уже ничего I скачать remember не the буду. first nuke I ever got was on the map Estate, and I was hyped. Подождем I was like немного. 13 years old. Silence ACR going crazy. I mean, I didn't play it either. I went back and played it, but it was already too late. It can be a more recent memory. I'll tell you what though. I was a campaign guy. Alright. Campaign boy. I was campaign. I played campaign. That's what I did. Well, I do know we're going to have a kick-ass campaign coming in. So what do you expect out of a good campaign? So if you're a campaign guy, what do you look for? I don't know. I just played it. The missions are fire, so I just want fire missions again. Озвучивай перевод, не ленись. Crawl and be secretive and stuff like that too. I always love the sniper missions where you Yeah, gotta that's what be I'm like. saying. Like, it was really dope. I love that. Well, I'll tell you what. I'm not going to waste any Так, more time. тихо, ну не надо, пацаны, без Sticks, этих. and, we'll catch up with you later. Пожалуйста, без нигерских шуток. Я тут все-таки попрошу воздержаться от нигерийских шуток. От обезьяньих шуток. Чё это, подожди, открытая бетка на PlayStation? Я нихуя не успел! Что это сейчас было? Сейчас, пацаны, подожди-ка. Ну это Modern Warfare 2, это неинтересно. Это ни хера не интересно. Это, конечно, спасибо, но... Это не то, что я хотел. ЗБТ должно было много людей попасть, но они там накосячили, поэтому мало людей попало. Какой ЗБТ? Well, we get to see multiplayer and Warzone 2.0. What do you expect? Матчмейкинга... What do you get? матчмейкинга в радуге. Iteration of Warzone. Люди, ну, они там накосячили, поэтому попало мало людей. Ну, ясно. There was a lot of like elevation
Ну вот у меня такая же хрень в радуге, поэтому я не могу постримить радугу. Быстро, много малой сказал. Минуты. Нам, скорее всего, придется смотреть Modern Warfare 2. Потом придется смотреть... Ребята, если сразу покажут мобильный Warzone, и, ну, после этого я не буду смотреть Modern Warfare 2. Ну и Warzone 2 тоже, наверное, не буду смотреть. Я уже, наверное, дальше Ну, пойду делать свое видео по Tower of Fantasy. Нам все-таки главное это... Все-таки главное именно мобильный Warzone. А стрелялка Таркова выйдет. Вот у китайцев спроси, пожалуйста. Я тут даты не составляю тех мобилок. Кстати, может, теперь действительно каждый раз, когда меня спрашивают про, ну, релизы игр, когда игра выйдет, я буду говорить «никогда!» Потому что, ну, в России теперь игры не будут выходить. Но я просто всегда говорил через неделю, реально можете теперь говорить «никогда!» Давайте сразу с мобильного Warzone, пожалуйста, ёпта. Россия повсюду. Особенно в Call of Duty Россия повсюду, она там всегда злая. Уж погромче сделать. Может, ради сюжетки купить все-таки Modern Warfare? Call of Duty Next. Блин, у них же там... ёб твою мать, там же они кучу стримеров каких-то собрали. И они типа друг другом, по-моему, еще играть будут. The general manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment. Not only дурак будет... О, чё, мобилку напоследок, что ли, остановил? Наоборот, типа для них же ПК самое главное, они самое неинтересное в начале показывают. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, может, еще не покажут? Не, должны показать. Experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta
and to be here live in person with more than 200 Ну, of the мы тут biggest собрали streamers дохуя and creators in стримеров. all of gaming. They will finally get Ну, кстати, their мне hands on интересно, the откуда true они, star of ну, the show, стримеров the столько gameplay набрали? itself. Они реально их So, приглашали let's с get right разных into it. стран? It is my Деньги им esteemed pleasure платили. to introduce, alongside me, Patrick Kelly, Это этот, co-studio head of случайно, Infinity это Ward and the не executive ниндзя, creative нет? director of Call of Duty. Pat, Я welcome. сомневаюсь. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to this place. You know, Почему-то on the меня не franchise, пригласили. I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focus Он, короче, on говорит, improving, мы or what are the пригласили areas you кучу innovated стримеров, on? но, к сожалению, Фомикса, вот единственное We Фомикса, worked on improving не and дозвонились до innovating on него. every area of the game. Извиняемся перед Фомиксом. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. But I could go on and on. Things like third person. Пусть у себя сидит и innovated грустит in там the все space на of Battle стриме. Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts Почему along Фомикса with не massive пригласили-то? player Ну counts да, я же of главный на AI. самом деле этот. And it goes on and on and on. We've got mobile connected with Стример по progression Call and of everything Duty. else across all of the games, and it just goes on and on. But you know what? It all comes back to one thing. It comes back to fun. Everything we do is in the service of fun. Whether you're a hardcore player or a casual player, whether you are somebody who likes to play with your friends or you like to play alone, wherever you play it, be it on console or PC or mobile, however you play, whether you're a camper or a Он slayer, говорит бла-бла-бла-бла. try to think about fun for you. Бла-бла-бла-бла. And Call of hopefully today Duty. you're gonna see that Бла-бла-бла-бла. and play that, and, Мы будем играть в fun is Call of what we come away Duty. with. Мы покажем Call of Absolutely. Duty. You know, fun is definitely А what we're еще мы gonna be покажем heavily вам focused on. трейлеры. And I'm particularly Еще мы excited покажем, about как some of the стримеры social features играют. that are coming Типа, as part ну, of this чё launch. еще? Things like proximity Тебе chat, задний a план. Да new я gulag угораю, twist. угораю. Я There's вижу, definitely что gonna они be там делают. instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some Там, интересно, есть типа русские? А, хотя хуй кого там русского пригласят, я думаю. Now, Pat, what can you tell us Если about вдруг weapons? заметите русского Oh, стримера, wow. скажите. So we've completely innovated in the area of Ну, я думаю, connecting хуй you, они the кого русского player, пригласили, to конечно. your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And У that's всех before we even ОБС-ки. get into what we've done with the new gunsmithing and how you build У всех, your кстати, weapons and the видите, у них platforms, второй et cetera. экран But такой, ну, look, монитор. you're gonna play it, and I hope you love it like we do. Горизон... All right, Ой, well, вертикальный we've taken up такой. enough time, but before they kick us Я off вот думаю, the может, такой же stage, себе can we взять. tell them about raids? Yes, thank you. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. We think it's very fun, and we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning, which, anyway, I won't go off on that, but we've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur Блин, у меня when такой you лампы actually нет, win кстати. in Warzone, or you hit Тут different у всех, сука, milestones есть такая that лампа, у you'll меня have такой an лампы нет. opportunity to do. And believe me when I say, everyone in the match will know when you're on them and if you prevail at them. So look forward to that. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again and enjoy the show. Ага, трейлер. Подожди. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army. But we have each other. The world is a vampire.
Черный экран и музыка? Серьезно? Охуеть. Они угорают. Это нормально? Просто черный экран? Спасибо. Я не могу понять, это Modern Warfare или... Честно, как по мне, Call of Duty. Warzone это уже Warzone. Не, на самом деле пиздато. Вот среди машин, конечно, очень пиздато выглядит. Уяся. Если там такой самолет подбомбить можно будет. Чё, Warzone 20... А, да, это Warzone 2.0, действительно. Они, наверное, сейчас после трейлера будут показывать геймплей стримеров. А, нет, Modern Warfare 2. Открытая бетка. Warzone, типа, выйдет, наверное, с этим, ну, с Modern Warfare 2 вместе. Напишу еще раз, чтобы играть в Радугу, нужно запускать с Wi-Fi. Без Wi-Fi матч запускаться не будет, это баг. Да я без Wi-Fi запускал. Давай сейчас, прям сейчас попробую. Боже ты Иисусе. Я думаю, не Wi-Fi проблема. Давай я сейчас вообще интернет отрублю. Как будто я без Wi-Fi запускал. Анимацию убийства. Подожди, они повторяют, это же было же, нет? Они повторяют трейлер второй раз зачем-то. Ну да, нахера повторяют. Нихера подобного, у меня нет я вот через Wi-Fi запустил, я мобильный интернет вырубил вообще. У меня только Wi-Fi, нихера не запускает Радугу. Первый раз обосрались с экраном, теперь поэтому второй раз должны перезапускать его. Нахера? Музыка мне нравится, конечно. Матч не запускает. В матче ошибка, боже. Там Ghost, ну Ghost там. Сейчас третий раз трейлер будет.
And there we go, Call of Duty fans. The trailer so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this franchise so Там везде Ghost special. бессмертный. We are incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, how can you not be? Воскресили, потому что популярный. I am so excited to truly be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. But before that, we also have Stephanie Snowden, Director of Communications for Infinity Ward, as well as Joe Seeker over the on-there, Jeff Smith, Multiplayer Design Directors here at Infinity Ward. Guys, first off, how are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level because there's a lot to get through today, guys. You saw that trailer. Let's go with the philosophy, Steph. Let's stay high level. What went into the creation of the game? You said it precisely. There is so much. This game has just so much content. It's got something for everyone. 200 стримеров на мана. Ладно, я постараюсь что-то вычленить из того, что они говорят. Они не могли, не знаю, милфочку какую-нибудь пригласить? Ну, что-нибудь поприятнее, что ли? Been a core piece of what Modern Warfare 2 is. And it's a dialogue that we hope to, you know, continue. Так это ремейк. Ghost и Soul, по идее, умирают в код MV23. Окей, ладно. People like Jeff and Joe here, who I am honored to work with, and their experience on this franchise, we're in good hands. Indeed. Okay, so Jeff, well, I don't know where to start anymore. Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer is all about. And let's stay high level for now. There's a lot of details, friends, juicy details. Sure. I mean, you know, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky. You know, what do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we had? So we came up with a few methods. One of them being player behaviors. And I say behaviors and not play styles. I think a lot of people say play styles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have Sentinels, and these are defensive players. They want to just kind of hold down a building, maybe keep a little Overwatch. And then we have Stalkers, which are reactive, and they kind of hang back and try to read the field and read where spawns are. And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making. So they're making enough toys and equipment for players to be successful playing our game. Sounds like a lot of fun. Stephanie, what are some of the new features coming to multiplayer, some of the new stuff that you're most excited to talk about? Oh boy, there are a ton of new features to dive into with this game, but we really pushed forward even the most fundamental aspects of what makes a Call of Duty game with Modern Warfare 2, and it's been really amazing for me to come on board this past year and see these innovations coming to life. Даже никаких субтитров нет. Что ж такое? You know, breaking down the 1v1. Можно хотя бы субтитры. Water. Our water, I've seen the memes. We love water. It's really hard to make in games. But the aquatic combat, some of the things you're able to do with vehicles in the water, I think that level of immersion is really going to speak to fans and has been something that I've really enjoyed playing the last couple months. Aquatic combat. Steph loves to swim. Joe, sure can we go into some details about our water-based adventures in MW2? Yeah, I mean, last game we really wanted to add water, and we knew we didn't have time, right? So in Verdansk, если сюда пригласят более приятную девушку, за это Activision будут хуярить за это. There's waves with white caps. But we also, the gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistle is your weapon underwater. Otherwise, you can't use your primary weapon. Кто-то про водную боевку говорят. Ну, видно. Нет, под водой, конечно, пиздато выглядит. It gets murkier. Like the farther you are from something, you can't see it. And so it's been super fun for us to dig into water and really flex on what water could be and call it. Вода будет важной частью колды. Every piece of equipment, has been filtered. Like, how does it work through water? Like, we had to look at everything in the game and say, how does it work in water? Засудят за дискриминацию некрасиво. Жалко, их не засудят за дискриминацию красиво. Oh my God! Well, I can't quite wait to literally dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system, Joe? What do we got?
Well, you know, last game we did mount, and we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, as you saw in the trailer, you can see here on the video, we have a new ledge hang mechanic, and that's essentially a high mantle. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. The other really cool thing is the dive is high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players, you know, like rats leaving a ship, diving out through the windows. And it's just another option for players in combat. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. I'm going to save some of that gas for when we get to Warzone 2.0, but it's really exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new dynamite new items that we're going to be throwing at each other and equipping and using? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge, you saw the shot stick. One of the other cool Дольше, нуднее презентации я не смотрел, по-моему. It basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys and basically inflates like a car airbag going off. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom! It's going to shut down everything. Динамичные бои будут, и еще быстрее, чем в Warzone. Это ужасно, это очень плохо. Я в Warzone играл, было невероятно быстро, слишком быстро. Я такое, не знаю, слишком много динамики. Если еще быстрее, куда быстрее-то? Куда быстрее, блин? Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. Yeah. So I expect to see a lot of fun moments with that today. So many toys and new tools that we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, you know, between Warzone and Core MP, and it's pretty awesome. Oh my God! Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me. I mean, that's one. Warzone Mobile еще не показали. Also, gunsmith, brand new gunsmith. Guys, what can you tell me about it, and how will it change the way that we, you know, level our weapons and manage them? I mean, what's going on there? Yeah, so the new gunsmith allows players to build out their weapons more. Нам, походу, все вот это вот, все вот надо будет прождать. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. Сейчас мне, блин, мне даже мандарин тяжело есть. Кастомизация оружия, да? So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of intended to, you know, decrease the grind. You're no longer unlocking every single attachment for every single weapon. There will be some shared attachments through progression. And I'm really excited to see the streamers. Это типа с каждым уровнем различные обвесы и патроны открываются. I know we all love the gun bench from 2019. Ну прикольно. So it's exciting. It does sound amazing. So we've been hearing a little bit about weapon platforms and shared attachments. This is very, very cool stuff. Can you dive into those details, though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what Seth Да, динамика. Ты поиграй для начала Unreal Tournament на серваке с людьми. Вот там тебе динамика. Kind of like motivator for that system, and we kind of hit that. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47. Не, я, по-моему, играл там разные вещи. Там просто динамично, ты просто, по-моему, прыгаешь. Если то, что я думаю, там просто прыгаешь от портала к порталу и стреляешь. Там ничего сложного, кстати, нет. Достаточно динамичная, но в то же время легкая игра. Вот Warzone намного сложнее в этом плане. В Warzone, конечно, элементов до жопы жуй. Их намного больше. I'm sitting down to my gun bench and I'm going to make the perfect weapon for me. Да, твоя любимая игра какая? В плане шутеров на телефон, то это Тарков. Китайский Тарков, он самый пиздатый. You know, we wanted to ground that in reality. Functionally, a receiver, you know, is based in that changing the weapon type, and I think it provides a really seamless experience for players looking to build out
the perfect weapon for a multitude of play styles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, you know, situational combat. And you're actually going to see the FJ. Играл Lost Light. Да играли мы в Lost Light, давно играли. Lost Light хуйня в сравнении с Тарковым китайским. The M4, the Mic 4. And the weapon vault maintains its. Да это мы просто ни хера не понимаем. Так-то остальные слушают, наверное, внимательно, что они там говорят. This is our answer. It's an extremely rare. This is a huge, you know, project for our teams to design these. But придется просто тупо it is ждать. the ultimate weapon blueprint. And even better, you can unlock the entire Cinder weapon vault with the Vault Edition of Modern Warfare 2. Скажите, когда покажут мобилку. Okay, so Gunsmith looks incredible. Okay, I'm excited. I cannot wait to get into this one. Никогда не был фанатом ПК-шной Call of Duty. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools to play with, equipment, weapons, maps and modes, though. Let's get into this one. Let's get into Блиц днище по сравнению с Stock Company. I suppose behind building out maps. Jeff, this is for you. Yeah, you know, right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale, but also for this other mode. Ну, честно, пока ничего интересного не показали. Я не знаю, что делать. I read about that on the internet. Я боюсь, что эта трансляция может продлиться очень-очень долго, и непонятно, когда они покажут наконец-то мобилку. Large-scale core modes like Ground War. А нет, смотрите, везде за. Really well. And so, you know, не всем, конечно, нравится. Map and looking at how much open-world, sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make them a tighter. Ну да, их тоже все-таки много кого затрахало. Big world kind of exploratory gameplay. So the maps for 6v6. Сейчас карту, вроде сейчас должны карту показать. A little bit more straightforward, a little bit more. Думаю, не больше часа. Да какой не больше, нахера они тогда вот столько стримеров собрали? Quick they play. That sounds. A lot of diversity in those maps as well. A lot of visual variety, some colorful maps in there, and I think they feel really clean. Guys, you're moving. Включи перевод Яндекс. Excellent stuff. Я, кстати, не знаю, как его включать. Даже если я включу, смысл? Вам перевод минуты назад. Что за бред? Team, can you give me some details on Sarif Bay? So Sarif Bay is this little fishing town in the south coast of our big map, and we picked this because it has such a great mix of gameplay. It's right on a harbor, so we get to show off all our boats and our new amphibious APC, and you know, swimming, as we've already said. But what you get inside the town is this really intense urban combat with all these tight little alleyways and all this great rooftop combat. And mixed with our ledge hang, you get these really cool parkour combat action happening. Yeah, I love how you describe the rooftops there on this map specifically as like a separate ecosystem. You can kind of migrate that entire vertical. You can go up there and just hang out and fight other snipers. All right, well, that looks fantastic. Jeff, okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Alamos. Do you mind giving us some details on this one? Sure. Mercado is a little street market in a historic section in Mexico. Our story behind this is, you know, the authorities have some intel that narcotics are being smuggled out of a warehouse, and they're going in trying to find and seize them. This map plays really fast and a lot of action right down that center lane. The Mercado is a very dangerous neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. It plays fast. Cannot wait, really cannot wait. Looks fantastic, and again, interesting to see you know, how that ties into campaigns and whatnot. All sorts of fun and games ahead of us. Looks amazing. Battle maps, core maps, 6v6, all this looks fantastic. But let's go back to modes. So we've seen some maps. What about the modes being played on battle maps? We will have the return of Ground War, but we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion.
So Invasion is it's a big war map. It's big war TDM, or we Я встал на affectionately этого call it бородача. the shipment of ground war. It's 20v20 players, but there's also 20 AI on each Мобайл team. будет напоследок, AI скорее coming fast всего, roping, they're coming мультиплеер, out medium birds. МВ2, потом Warzone And 2, it's this ну high-action и mode. последок It's super Warzone fun, but Mobile. it's also really Наверное. chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, "Hey, get to B." You know, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing. If you push too far into the enemy's base, AI will come hunt you. But we've also been really conscious of where we put AI in multiplayer. We didn't put AI in kill streaks or anything like that because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Kind of a funny aside, you know, we took the name Ground War from a playlist in MW2, and that was just large-scale TDM and DOM. And we kind of did the DOM in the last game, and now we're able to add kind of the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that that old playlist. Yeah. Well, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Let's keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got? Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here played today, and they will be in beta in Prisoner Rescue and Knockout. Prisoner Rescue. Okay, let's go into Prisoner Rescue first, Joe. So Prisoner Rescue is an attack and defend mode. It's a round-based mode. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out, and they need to keep hold of them. The goal of the attackers is to get to those prisoners, pick them up, and carry them to exfil. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapon. Так я вам не включу здесь Instead, you have to перевод, use a pistol if you кстати. brought it, or you're just stuck with fists. Тут The way that субтитров-то we give нету. the attackers an advantage Ни once they хрена не grab that включишь. prisoner is they get a radar sweep for their team, so they can call out where the defenders are. And the objective icon over the не prisoner судьба. goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing like mode once you grab that prisoner and try and get them out. Yeah, that hero run to exfil is Definitely, Где они будут you know, брать 200 человек на один S&D матч? Ну вон они energy in собрали. this mode, Я не знаю, which 200 там человек resonates или with me in нет. my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones, and Может, also sort of остальных the ботов, не strategic знаю. revives that happen. There is a revive mechanic, and so you are Бежать able Фомикса. to pick up your teammates. Ну да, and, я не могу I've нормально seen some перемотать или pretty подождать. wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing. Incredibly fun. And I know the community is going to love diving into it over the next week. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get through. But there's one more thing I have to bring up. I have the honor of officially announcing the third-person view is finally coming to Там нету, не включен ни какой-нибудь What are the VPN. details behind this Вроде one? нет. We got a little teaser of it on stage from Patro, but what are the details? Yeah, you saw a little hint of it in the trailer too. It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third person, and all while we're working on all this other stuff, we've been kind of lifting up мод and от doing третьего third лица. person in each mode. And the cool thing is that it's a Режима третьего modifier лица. on a game, right? We can just turn on third Вот эта person. карта мне вообще In the очень beta, we're нравится. playing it in Hardpoint, but Среди we want to try машин. it post-launch in S&D. Потрясно. We want to try it in VR. And we have, you know, camera work. The camera collision's been reworked. Warzone 2 не будут боты в матчах, они тип от них откажутся. Ну то есть вообще это будет максимально хардкорная игра. Там также интересно гулаг будет. I tried to warn you. They're delivering a lot of new features for you guys to try out ahead of release. And I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come at launch. So this is just a taste. How is this just a taste? How can there be even more? I mean, we haven't even got to Warzone. Надеюсь, что колда на телефон будет такой же, как и Okay, so ПК, what about, а-ля this порт year's с больших third mode? платформ. So I'm happy to say that Вполне возможно, Special да. Ops will Там же такая же return карта, as our как и была third в mode, and Warzone will be первом. focused on 2-player missions, asymmetrical in game design. So think 1 player on air support, 1 player on the ground, and I think the OG fans will be really excited because we've looked at, you know, some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about Special Ops in the months to come. Steph, you're saying I should be looking now for a Special Ops partner. Sitting right next to you. Yes, you are indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have Warzone one more, Mobile также не surprise будут for боты в PlayStation матчах, players чисто out онли there. игроки. Indeed we do. Может быть. Let's Так, у меня там интернет не глюканул. Что происходит?
Это у них? Подожди. Это включили. Что за самурай? Ну, аутентично. Это реклама скинчика или героя? Они, оператор. А, это за пререгистрацию, короче, дают Они, да, получается? На PlayStation. PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire, descended from centuries-old samurai clan. Уже Донат показывает. Country and family, just like me. This is such an awesome-looking operator, guys. Oni is going to be playable on day one for all who pre-ordered through the PlayStation Store. Plus, he comes with a high-level weapon blueprint, playable in multiplayer and Warzone. Просто покажите мобилу и все, и я съебусь отсюда. I myself am a PlayStation player, and so I will be becoming Oni main day one for this game, and it's been really awesome to see our narrative team building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives, and I think the art team absolutely crushed it with this skin. He is so cool looking. All right, so we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start. Иди в дотку, что ли, поиграть. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to. Мы это видели уже. Спасибо. Открытая бетка. For PlayStation players who pre-order any version, early access to the open beta starts tomorrow. So make sure you 16 по 17 сентября. Подожди, ранний доступ. Завтра, уже завтра на PlayStation, эксклюзивно на PlayStation. Нормально. You get to use the red Team 141 operator pack and the FJX Cinder weapon vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all sorts of cool swag. And don't forget that if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to a week early of campaign access. So wait, campaign a week early. All right, folks. I hope you enjoyed that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200+ here, and ready to rock and roll. Жаль, что в Рашке не будет мобильный Warzone. Наверное, не будет. Посмотрим. The world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. Call of Duty Next, brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Не, открытая бетка подразумевает того, что любой сможет ее, по идее, скачать, поиграть. Поэтому у кого PlayStation, по идее, можно будет просто... Ну, я не буду качать. Нет, четверка. Надо, кстати, наверное, четвертую PlayStation продать. Кстати, надо продать. Now on TCL 6 Series TVs. Prime Gaming. Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. We have 200 creators here on site, marching down the green carpet with one mission in mind: to be the first players to play Call of Duty Modern Warfare 2. Warzone Mobile будет в РФ. Что за бред? Уберут просто донат и все. Уберут донат. Как донат можно не убирать, потому что и так донатить нельзя будет, потому что в Play Market нельзя донатить. А во-вторых, а зачем им тогда, ну, в российском сегменте игру вот эту открывать, если они все равно ничего не будут от этого получать, от русских игроков? Они как бы эту игру и распространяют ради доната, а раз русские не будут донатить, то нахера? What's your favorite game mode and Mountain Dew flavor combo? Search and destroy Code Red. Capture the flag, Code Red. If I'm going hard with the boys on a long night at S&D and I'm Конечно, будет как Apex. Ну, то есть через VPN. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, terminal. Most people have terminal nostalgia. Terminal. Terminal, 100%. I just replayed that recently and I realized that spawn trapping is horrendous. Easy. Strike. High rise. High rise. Terminal. What's your favorite flavor of Mountain Dew? I've grown up on Code Red, so it's still Code Red for me. Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. Dang, I was gonna pick Code Red too. Can I get a second one? Ну, сказали, что русский есть, и на ютубе трейлер с русскими субтитрами. И это ничего не доказывает. Я не помню, в Apex же тоже русский есть. Там же русский есть или нет?
Welcome back to Call of Duty Next. The Mountain Dew green carpet. God damn, it was beautiful. A lot of fun people out there. Everyone having a good time, and some incredibly well-dressed people out there. Да, в Апексе русская озвучка даже. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. We got a glimpse. Вон, по-моему, God of War, если что. God of War тоже в России продаваться не будет, но там же и русский язык, и русская озвучка. We have got Stephanie Snowden. Josie got is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, кстати, and so директор this по moment is absolutely коммуникациям. bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return to shared пацанов что-то радостное. For Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 Я думаю, в конце покажут мобильный Warzone, но это херово. It's the same world, and I think the players are going to love it. Oh my good God. Real excited about this one. А может, ни хера не покажут. There's a lot in this one, Jack. Where do we go from here? So MW2 and Warzone 2 have been developed Бесполезный side by side стрим, since the блин. beginning, right? Since we started down this road, and they're part of the same universe. О, дали голос самому безголосому. And even more than that. But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been working on since 2020 with teams across the globe. Там подписывают ролик, трейлер, код Warzone Mobile Russia на официальном канале нет такого. And we've learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone, and we're really И даже если есть такое, это ничего не доказывает. Это не доказывает, что она выйдет в России. Выложили трейлер Warzone. Нормального трейлера Warzone не выложили. Тизер только. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. This is our new map. Так, это карта Аль-Мазрах. It is a нет, really interesting Аль-Мазрах, да, mix все of правильно. geography. It is давайте expansive desert settings with a mix of industrial Аэропорт. areas, towns, a city, and of course water. It looks way better on this screen than it did on Twitter. Warzone But you're gonna find a lot of really cool elevation, rocky peaks, caves, subterranean spaces. This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've ever made. And I am so excited for all of our streamers here to jump into Al Mazrah later today. It's huge. Look at the size of that thing. Okay, so that was a big picture, and it's a great way to see it from a sort of top-down layout. But let's take a better look at some of these points of interest. So when we set out to create these spaces, the team works to make it feel like a real space, right? So that there's infrastructure between all the different, what we call points of interest along the map. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. And so as the team works through these, they're trying to find some variety on each point of interest to make them something that the players will want to drop in and get the particularity of that single point of interest and find the place that they want to drop and where they want to play, whether it be a high elevation observatory at the center of the map, whether it be the big city that's up the top right, and whether they want to explore that, or whether they want to work in some of our POIs where we have water intersecting with geometry here. So we have in this one... Ooh, that looks familiar. That does seem familiar. And there's a river system that goes through all of this. So you'll be able to catch in a boat and drive between the different POIs. And here's one of our favorites, Sawa Village, which is... That's my favorite. Прям затопленные улочки. I mean, I love to swim, so you find me there. Absolutely. I'm curious what you guys think, Jack and Joe, on what the Очень hot пизда, drop там will прям be today, затопленные right? We've been улочки. talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0, and so I'm just very curious where you think Новый регион everyone's Генша не gonna immediately drop пустыня. today. I think some people are going to drop to observatory just to go back to home, you know, go have some fun.
They're coming home. It's always nice. You're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait I've been here before. I know what this is. You have all these flashbacks. Yeah, there's a lot of nuggets in there for some old Modern Warfare fans. Yeah, I'll say Corey. I think that's gonna pop Боже, дальше пиздеть будут, господи. We have some news for our edge of the map players coming up. Многим вроде карта пришла по вкусу. Только для подписчиков мне надо подписаться, чтобы комментарий оставить. Ну, мы дошли до серединочки. Ланч дата, скоро дату должны будут показать. Половину вот этого пиздежа, по-моему, мы прошли, так сказать. More swimming. Не, ну под водой очень пиздато выглядит все, конечно. I can't wait to go full Captain Mill, you know, Apocalypse Now coming out of the water, knifing people. I mean, this just looks... Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. See the caustics on the bottom. Yep. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? You know, we've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them, they react to explosives differently based on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad. Действительно, есть трейлер. Да нет трейлера официального на русском. Где? Что? Официальный трейлер на русском? Вот это вы имеете в виду? Другого трейлера нет. Это официальный канал. А есть, наверное, какой-нибудь типа Call of Duty? Наверное, есть какой-нибудь Call of Duty Russia или что? You can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired as well. And of course, we've got water vehicles. We've got a small boat. We've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back. So you can have that little moment cruising up the river with your whole squad. Warzone, Mobile, Russia. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. Got the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. And it's a moving platform with 3 doors. And you can move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. It is so cool. Oh my God. I mean, the fact that you can lean out of the window, you know, grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know, engage in battle from the window, leaning out, shooting combat. Unless somebody blew off your door. That won't. That does complicate things, doesn't it? PTSD from Joe killing me many times in our playtests. Well, I hope the gas prices in Almaz are okay. I thought there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Есть просто анонсирующий трейлер. I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? What do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them a game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes! So it's coming. It will be in Warzone, and there is going to be some amazing clips. But I think Joe can tell us a little bit more about looting. Надо было, наверное, ссылку на регистрацию, что ли, оказать в этом. The streamers love prox chat. They're like, yes! You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add Я не хочу весь стрим просто ныть, что они пиздят и пиздят. Поэтому я просто буду воздерживаться. And your mom's going to go inside, go to the medicine cabinet and get you something to a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. Нам просто покажут записи их игры. Да нет, они ни хера не играют.
between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you Тяжело can kind of отсюда start to посмотреть. develop these paths through the map of how you loot. And there's this logic. Там of будут, like скорее всего, looting. You know, you can показывать find онлайн, как они toolboxes друг с that'll have другом grenades and things in them. будут пиздиться. And you find these other crates that are kind of like, it's as if the military that occupied the space Чайку came through попей, and dropped ну off да. military items. Those crates are always there. So you can always have this reliable layer to looting. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road trip through Al-Mazrah, quite literally, like have a. Есть там a все, route канал с plan. 23К у них, и там вот Yeah, херня pick up snacks, самолета pick up ammo and написано all sorts. Rush. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously. Ну а как называется a канал? huge Call of component Duty of Russia the или Arctic. как? Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it. So we kind of talked about what could we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits into 2, 3, or О, even это 4 чё, это как? circles. And then Да что за those 3 circles точки kind of close сужения? down. And what it does is it segregates Как teams, такое, and you have как these такое micro battles возможно? in those circles, and at a certain point you're like, okay, we've cleared out our circle, we think we're good, and then those circles нифига merge, себе. they come back together, Очень and you странно know, you have this сейчас very было. directed fight of like, as the circle's moving, you're like gearing up in buildings, you're like, here we go, it's about to kick off, and as soon as those circles hit, you have that final fight. So it's another kind of like twist in the gameplay that we feel like is a cool world event that would happen. Like, oh, the circle's splitting, we need to do X. Crazy. Get in the car, we're going now, go! All right, so apart from circle splitting, what about the Gulag? Is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, Это I'm тоже ready for имба. it, but Joe, what do we got? Надо было хоть как-то королевскую битву разнообразить. Хоть как-то. The current version of the Gulag that we Новый have ГУЛАГ! right now О, пацаны, ГУЛАГ! is you're not in there alone. You actually have this ГУЛАГ, temporary ГУЛАГ alliance именно with ж another таким же был, opponent да? in the map, and you guys, you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out, and after that, you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. You use the proximity chat to talk to each other. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the Gulag. So you have to be on your toes. Like, you're working with an enemy. There might be an AI here. You're picking up weapons. And we're excited for people to try it. And yeah, we're gonna get feedback today too, and like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the Gulag, which I will not reveal here, but there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, I have heard. Если два чела с Тимы умерли, то они будут 2 на 2. That will include AI that may impact how players get their Да, weapons, нововведение etc. нормальное. Can you Ну, clue а me как into тебе what that's all about придется? and if it's even Ждать true? второго? Absolutely. Фишка в том, что ну, в Гулаге ты, если 1 умираешь, тогда ты просто 1 на 1 сражался. Так что двое сразу умрут или как? Или теперь всегда такая тема будет? Битвы в Гулаге будут 2 на 2. Which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different ways. In VR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from Мне, one конечно, to the очень next. красиво всё. But in other modes, you're going to find the Графика AI occupying очень large нравится. portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Переходим на следующую. Stephanie Snowden. It's finally time. ДМЗ. I have read about Даже не знаю, some что new это. modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ. Call of Duty's Скоро должны дату extraction mode сказать, will и все, и на arrive этом, with видимо, Warzone начнется 2.0 турнир. at launch later this year. I played DMZ for the very такое first DMZ? time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode. Слушайте, а может быть это режим как Тарков, нет? I can also confirm that Там DMZ же, is типа, real. We're not gonna go into depth on it today говорили, because что we do будет have to отдельный keep some режим stuff in Таркова, reserve. что ли? What I can tell you though is we've created a rich sandbox Может, это where оно, you can нет? define your own win condition. You infiltrate Да, это оно? Al-Mazrah, you О, accomplish your прикольно. goals, and then you decide to extract when О, the time is заебись. right. Тарков, может, сейчас It is покажет. played across the whole map, and the AI is Вот occupying это large интересно, это sections of the map, интересно. and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish. Там, правда, даже говорили, как-то отдельную игру хотели сделать. Ну, знаете, как Warzone сделали отдельно, так и DMZ хотели тоже сделать отдельно. Like I always do, you can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely, or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there.
loot up. Есть уже Таркова, а королевские битвы не бесят. I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter, and we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps, Ricochet, anti-cheat, ranked play, and trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 will be free to даже play не покажут, for что ли? everyone Они on даже не November показали. 16th. О, With the суки. start of season 1 16 ноября across релиз, Modern короче. Warfare 2. 16 Mark your ноября. calendars, that's about 2 weeks after after Modern Warfare 2 launches. And we had 125 million Чё-то Тарков они players даже in the вообще не original показали, Warzone, суки. and I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al Mazrah for this Сделаешь experience. разбор трейлера? Сейчас посмотрим, во-первых, что покажут. To see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al Mazrah on November 16th. But don't go говорили в октябре Stick или around ноябрь. because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss Mobile, this. подожди, mobile, он сказал mobile. We have live gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Battle Royale. We got по-моему, Warzone не Mobile. показалось. It's all happening here, ladies and gentlemen. Don't go too far. Call of Duty Next, brought to you by the GMC Hummer EV что за говно? the world's first all-electric super truck. Я думал, мобайл будет Intel, или что? built for the Какая next нахуй generation машина? of Хаммер gamers. какой они показывают. Squad up sooner with Xfinity rewards. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. Да, открытая бета. Jack Links. Squad up with Sasquatch. Jack Links is good with it. Eureka Ergonomic. Leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. Ну все. Ну-ка, что трейлер-то? Забыл, как эта болезнь называется, когда, ну, у черных кожа облазит. У Майкла Джексона такая была. Слушайте, да, это, по-моему, мобильный Warzone. Потому что карта старая. Да, Warzone Mobile, да. Вот это и он и есть. Мобильный Warzone? Просто трейлер показали, все, да? What a jam-packed day we've had here so far. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something Ничего такая new here. тяночка, ну получше той, которая была. We got Warzone Mobile 2 here for you. Да, 16 ноября, да чё 16-го? Мобильный Warzone не 16 ноября выходит. And Chris, what do you have for us today? That's right. Today we are proud to introduce Они еще что не скажут про мобильный? А, да! О, да, наконец-то. Да, это выглядит.
Я на графику пока посмотрим. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia, but wait a Ну все minute, такое. Chris, Я бы не сказал бы, что the графика legendary пиздатая. Verdansk? You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time. From its hallmark vistas. Ой, фу, все общекартонное, просто отвратительно. Но я думал, они на этой презентации покажут все хорошо. Ну, что-то не знаю. О, серьезно? Нахуя вы это показываете? Ёб твою мать. Это же плохо. Ну, типа, да, это примерно так же, как и было на первой альфе. Это же пиздец. Это видно, что она нихуя не готова. Ну, главное было показать, да? Окей. Не, вряд ли сегодня геймплей покажут. Я думал, сегодня, может, там пацаны поиграют на мобиле. Не с первой альфы. Ну да, это геймплей с первой альфы, но тут все плохо, прям все очень плохо. Паркур, да, паркур. Пацан без прицела стреляет? В смысле, у него... Если я не ошибаюсь, он стрелял в пацана, у него там прицела не было. Как он попал в него? Графату. Ну, я думаю, ребята, первая бетка будет не скоро. Все очень плохо, по-моему. Какие анимации классные. С турами все очень плохо. Как такое можно на такой презентации показывать? Я не понимаю. Battlefield 24, да, Battlefield даже мобильный намного лучше выглядит. Мобильный Battlefield не так отстойно выглядит. Они, походу, ну, сами попробовали сделать игру без китайцев. ГУЛАГ, вот, кстати, ГУЛАГ как выглядит. Ну, такое. Как все прогружается отвратительно. 120 игроков на карте, да, это мощно, не спорю. So we are supporting up to 120 live players in the single match. Wait, hold on. А, ботов. Они говорят, что ботов, наверное, не будет, да? Or do you mean bots? Because it seems like in battle royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. А, не будут боты, извиняюсь. 90%. В других играх 90%. У нас не будет ботов. Да, ну это значит, я буду падать и сразу подыхать, наверное, от просто шальной пули. Столько ботов делают не потому что, ну, чтобы игроки себя, да, ощущали пиздатыми. И могли доживать больше игр, чтобы они не бросали игру. Ну, типа, знаете, если вы умираете быстро, то большинство игроков сразу же бросает игру. We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other battle royale games on mobile. Чё, подожди? Мобильные консоли ПК? Типа Warzone Mobile будет на ПК? Я чё-то не понял. Authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So, when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features? Кроссплей, ну я понимаю, что кроссплей, но как-то зачем? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development.
Now, we know that your time is precious, and your investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent. Сейчас не совсем понимаю, но нет, это все как-то отдельно будет. So you can stay in touch with your friends, whether they're playing on console or PC or mobile, wherever they choose to play. I mean, that is so exciting. I totally get that. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty Нет, weapons как-то and просто это как-то operators будет you recognize from сочетаться, Modern я не Warfare знаю 2 даже как. and Warzone 2.0. And whatever you get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device too. And the other way around works as well. I really love to hear that. And as a matter of fact, I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? Видимо, все-таки действительно кроссплей. Видимо, будет ПК-версия, действительно. Ну, я не знаю такое как-то But at the same time, для we Call of recognize Duty. that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Там, скорее всего, это будет как в этом, как в, господи, Fortnite. О, спонсор, спасибо за спонсорку. Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience, right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural. Нормально, что кроссплей между Тором и... не, вот, кроссплей будет, если, я не знаю, что они до этого показывали. Это может быть все, я понял. Это, скорее всего, да, будет ПК-версия, будет мобильная версия и будет консольная версия. Вот, но ПКшники будут играть только с ПКшниками и консольниками, а мобилки, будут играть только с мобилками. Наверное, так. А аккаунт у вас, типа, будет общий. То есть у вас будет общий аккаунт с мобилками и ПК. Ну, наверное, так. We are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick-up-and-play experience that's accessible to all of our players. А зачем? Ну, потому что все мобилки становятся мега популярными, когда они имеют свою ПК и консольную версию. Потому что все на мобилку пытаются установить SAN эмуляторы и играть на ПК. И поэтому, ну, когда они делают ПК-версию, это просто решает эту проблему и все. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Это придется переводить. Ебать, какой эмоциональный пацан. Господи, он так отыгрывает своим лицом. Подожди, Sync Up Now? Это типа регистрация? Пацаны, просканируйте вот это, и вы сможете зарегистрировать на Call of Duty Warzone Mobile. Мистер Бист, да, похож на Мистера Биста. Ну, на дешевого очень. Сразу видно, много получил. Ну все. Ну, графика, мое почтение, конечно, было. Графика была. Ой, лютый пиздец, ничего не скажешь. Я не знал, что они такое могли вообще показать. Как вообще можно было показать такую графику? Короче, не показали ни примерную дату, наверное, не сказали. Не сказали даже какую-то, не знаю, примерный бета-тест. Бетки не будет? Не, ни хрена не показали. Я думаю, дальше уже... О, девочку поменяли, наконец-то. Поменяли ту некрасивую на...
Не такую некрасивую. Да, ничего такая уже, более-менее. Loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. В следующем году, ну, судя по графику, по графике, да, ребят, не скоро Call of Duty Warzone будет. Уж точно не в этом году. Боюсь, даже не в следующем. Что-то прям все было как-то очень плохо в плане графики. Сейчас давайте посмотрим, что дальше будет просто уже. Я не буду уже дальше смотреть, если они там уже будут свой Warzone показывать. ПКшный. Ну а про мобилку мы уже все посмотрели. Ай-яй-яй-яй, что я наделал? Единственное... Блин, если видос проделать про Warzone Mobile, это надо как-то переводить это все. У них даже субтитров, сука, нету. Я даже не знаю, как это придется переводить. Every time I sit down, I take a breather, I'm like, there's so much. But first and foremost, guys, before we get into this one, there's so many streamers here. We need to give a big shout out to Intel, who's powering all of the streaming PCs here today. Massive shout out to those guys. Clint, there are 2 PCs on every desk. Explain. I couldn't believe it. Cloaksy is here. Like the fact that he actually made the trip out. I figured that. Глянь, стало ли больше зрителей, когда девку поменяли? Да по-любому стало. Да, стало. Но они сейчас, наверное, гамать будут, да? 6 на 6, короче, у них Call of Duty 6 на 6. Дефра я не успел прочитать. 3D Puff геймплей. О, ребята, будет Warzone Mobile геймплей, блять. Я уже хотел стрим закончить, блять. Я уже стрим хотел закончить, сука. Короче, будет геймплей мобильного Warzone. Надо дождаться. Это какой-то геймплей 6 на 6. Я не знаю, что это такое. MP2. Right Along. ИП Puff геймплей. Ground War геймплей. Что это? Часика 2 ждать, ну да. Стримеры там все сидят, ничего не могут, блин. Ну чё, ждем еще мобильного. Геймплей мобильный ждем. Что я могу сделать? How do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room getting ready to grind. And, you know, I was talking to them earlier. I was walking around doing the rounds saying what up to everybody. They're going hard, right? Like, I was talking to some of the Warzone guys, Repos. He's like, I'm here to fry. Zuma's ready to go. Я поугараю насчет графики Warzone. Это, конечно, Listen, as much as they're here for their love of Call of Duty, they're also here because they want that banger clip. Like, everybody wants, like, you know, like, you're trying to go out and fry some of these big names, get a clip out on social, your YouTube, whatever it's going to be. Сейчас я. So yeah, I'm sure people are going hard in the paint or falling to their deaths at their Tim. I'm sure we're going to have a couple of those. We'll go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop into gameplay. Так, ну они уже пошли гамать. Давайте посмотрим. Как стримеры хуярятся. Господи, как можно так играть? Я вообще не понимаю. Все. Я уже действительно игрок, я не знаю, старой закалки. Я уже вот так вот быстро. Я такие шутеры не люблю. В плане, я действительно больше люблю какой-нибудь, может, Battlefield, потому что они более тактические, то есть ты должен сидеть в засаде, или там удерживать какую-то территорию, они вот так вот дрыгаться, я не понимаю. Я вот такое не люблю. Ну, типа, серьезно смотришь, максимально быстро, максимально динамично. А это получается какой-то просто матчмейкинг, дезматч какой-то. Сука, слишком был быстро, я такое вообще не люблю.
Они же действительно вся Call of Duty работает на том, чтобы было быстрее, быстрее, еще быстрее. We really did get in the mix. I'm going to tell this now on air in front of God knows how many people, but last night Ninja wasn't in the venue. I played on his setup. He wasn't quite here yet. And I found there is an in-game like whisper feature. So I was sending messages to other creators. Чё только одного блогера показывают? Он самый пиздатый, что ли? Like horrendous trash talk. All very good-natured friends of mine, you know, but it'd be kind of weird to get that from Ninja, right? Yeah, does Ninja know you did this? He has no idea. I walk up and slap him. Там так быстро не будет. Это гиперспортсмены, их просто посадили, чтобы показать геймплей. Ну да, чтобы у людей, не знаю, тошнило от этого укачивания. Укачивало от этого геймплея. О, да, тоже какой-то менее поворотливый. That wasn't me. That was Ninja. A quitter, Miles. It was Ninja. Over to Courage now. He's having a time. And you know, we're Listen, as much as he's like a fun, good-loving, like everyone takes a Jack, and it's just like this great-natured guy. He is one of the most competitive human beings I've ever met. Like he gets pissed, bro. Passion, raging passion. And look, it's me on the right-hand side. No, it's not. It's Ninja. And I will have to say, to test what однотипная CSGO, ну CSGO, да. Something else that I noticed that I don't feel like I felt in other Call of Duty games is how kind of realistic the movement with your gun is, if that makes sense. Like, there's obviously always going to be recoil, your attachment's always going to mess with that, but when you peek corners and stuff, the way your gun moves with you is very, very realistic, and I think that's going to be something. Как будто медленнее, чем обычная Warzone, потому что здесь не надо бегать, прыгать с расстояния здесь, потому что больше дезматч. В плане дезматча тут тоже слишком большая динамика. В Warzone просто приходится больше расстояния преодолевать. I don't think you might not know what this means. I haven't seen this one yet. I haven't played it yet. Yeah. No. I mostly, I was watching some of the guys play. I just wanted to kind of like здесь как-то... Like, there's so much new stuff. Like, I've just been looking forward to seeing what's going to be on the table. But let's see if Jack can actually step up this time. No, not going to happen. Just getting destroyed. I'm sorry. Superior positioning, Jack. You are awful. Олсы нихуя не понимает, почему его убили. Это Warzone? Ну, я не знаю. No, Jack. Whoever is spectating is using my favorite SMG, by the way, too. I think that's the Hurricane. The Hurricane. What do you think, by the way, about the... По-моему, это просто режим Modern Warfare 2. Капец, он лох, конечно. Сука. Это как вы затрахали, я что-то играю, о, ты нуб, о, какой капец, ты нуб. Пацаны нормально играют, чё да. Да что так такое говно, все размазывается, бесит. Так, у меня. Я не знаю, сейчас придется ждать вот этот геймплей, смотреть вот этот геймплей, а потом уже на мобилу переключимся. Когда включат мобилу, тогда посмотрим. Ой, я там пух. Ты вроде не фанат подобного жанра, я не фанат подобного жанра, ну как бы все равно. Я блогер по мобильным играм, что приходится ждать. Завтра, может, придется обзор пилить. Like the new ledge, how you can jump and then you can hang off the side of the ledge. That was a new thing that you can add into this game. О, да, нормально играет пацан. Rooftop to rooftop, and like you can jump further than you think. And I found that out very quickly. Like I would get to лох. Лох. You can make the jump. You can make Лошара like the map. черный. Tall buildings. You can make it across the map without ever having to touch on the ground. And I think for snipers, that is going to be their absolute. Все равно здесь у меня будет геймплей получше, чем если бы я бы играл реально. Well, I heard Pomage too. Like I stepped up
Ну, Apex тоже динамичный, да, есть такое, да. Oh yeah. He's like, I'm going hard. I can just hear like the competitiveness in him. He's looking to try. And this knockout game is not going very well for the red team right now. Pramage's team obviously winning this one. Again, secured. Там пацаны в мобилу играют, это что такое? Это что за говно? Что там играет пацан на мобиле, я не могу понять. Хуя он там в 4 пальца гамает. Wait, do I probably need to get this. I've been playing some COD Mobile, Diablo Immortal. Like, I've been grinding more mobile games. I have my iPad and I'm loving it. Do I need to get little thumb sleeves? I think you should, yeah. Sometimes it gets a little bit. Там, видимо, каждый в свой режим. Там много стримеров. Там кто-то в мобилу гамает. Кто-то гамает, видимо, вот в такой режим, а кто-то в королевскую битву у них там. Просто ему что-то не везет. Talking about this morning, when there's a hard point and there's some elevation above it, you can dive into it, turn around, land on your belly, and absolutely fry. So, you know, there are some movement mechanics for you speed demons out there if you want to make some plays. Yeah, there's a lot of talks about, you know, the way slide works now. Че, не, нормально пацан дает. We're not officially calling it a dolphin dive. Давай толстый. The dive itself, I mean, it's a really fun mechanic. It's fast. We get to see some gameplay with it. I've actually been walking around talking to some of the sort of the CDL pros, like, hey guys. А, даже девочка есть. Серьезно, даже девочку пригласили. Сейчас по-любому ее кто-нибудь трахнет. Давай ждем, пока ее мужик накнет. А не бабье это дело. Ладно, сделать нехуй. Они друг друга, по-моему, убили. Поставь, я не могу больше качества поставить, это максимум, все. Просто потому что они дергаются, как не знаешь что, это все размазывается. Не понял, она ж никого не убила, она просто смотрела, получается. Вот теперь она начала играть. Просто вот благодаря этой такой быстрой игре мы ни хера нормально посмотреть не можем. The 6v6 is a totally different flavor. I mean, that obviously excites us more than maybe it should most. Oh, I mean, we love it, right? Like we're here to see people go hard, try to win, be competitive, and okay. Another thing we're seeing a lot of elevation. Че, она кого-то убила, что ли? Серьезно? Так ему и надо с пермобаком. I could be completely wrong there, but hit it. Also, look at that little stock. Did you guys use the sniper yesterday? Yeah, right? No, I didn't. I used it for На войне ни хера так не двигаются быстро. I think we were in the same game too. Yeah, I was in the back sniping. На войне сидят в окопах и отстреливаются, они бегают как... This is my favorite map. Dylan Price, speaking of handsome. Хотя откуда я знаю? Как тебе трейлер мультиплеера колды? Никак. Я не играю в колду. ПКшную. Там Айферк реально стримит Warzone Mobile? И давайте посмотрим. Серьезно? How vastly different it makes the gameplay, but I know for a lot of us, when you're playing like the multiplayer experience, I feel like you get a couple perks you like, and you just sort of pick those. They're your go-to. You don't really think about it, right? Like you figure that out in the first couple days. А, это тот самый пацан, который типа говорил регаться. Что он дома стримит. Откуда он откуда взял это? Причем это не его геймплей. Дайте я, наверное, так потише тогда сделаю так. Сука, сейчас. Он тоже, он кого-то стримит. То есть где-то есть... Где-то есть канал, который вот как раз-таки показывает Warzone Mobile. Понять, кого он стримит еще.
Ну-ка, сейчас дайте мне поискать. Надо сейчас найти оригинальное восприятие. Бать, у него пальцы, ни хрена себе. Сейчас я поищу какой-нибудь Call of Duty Mobile. Как бы ни хрена не понятно, просто смотрите, какие пустые комнаты. Big just timed out. So far away from his teammates. Big timed out, bro. That's such a classic Big thing to do, bro. Is just time out. Oh, why do I keep hitting my settings button? Where even is my settings button? I don't see any. Warzone Mobile. Oh, Hawk's Nest is still there, bro. What I would do is I would force Jokester to go up first, and then I would go up and kill him. You know what I mean? I would just be like, Jokester, you're going up. Really well. The settings button. I see where it's at. That's problematic. It needs to be like. Bro, that's kind of sus that he's just like switching his settings right there. Нашел. Нашел, да, нашел. Я нашел, что он стримит. Он стримит вот этого пацана. Видите? Графика, конечно, мое почтение. Максимально. I wonder where his teammate was. What is he doing? А, как на это тяжело смотреть, боже. I don't feel safe. Yeah, we can rotate somewhere, anywhere you really want to go. Actually, we could probably keep looting until the zone gets smaller and then push. Yeah. How well do you know Verdansk, by the way? Oh, wait, hold on. Someone's tracking us. Верданск, да, кстати, карта, по-моему, Верданск называется, действительно. I'm being hunted. Okay. So basically that means someone has a general idea of like where my location is. So I honestly think we just hold Он один играет? This building over here. Ё, пацаны. Because someone's tracking me. Okay. And I'd imagine it's Там двое на карте. He would definitely grab. Ну, давайте посмотрим часик, я не знаю сколько, полчасика. Yeah, Hawk's just scared of a lot of things. Staying in the dark, dude. Мне сейчас, по-моему, придется, наверное, показывать это все. Придется видос, что ли, делать про это все. Okay. Dude, it's so dark in here. Yeah, there's still some adjustments I want to do with like the sprinting. There's a lot of things that. A lot of fine tuning that needs to be done. Yeah. Oh, did I Тут just геймплей hear? тоже динамичный, ну. Did you hear that? Oh, it's still frisket. Вообще выглядит, нет, выглядит далеко не так динамично. I'm trying to get to the high ground on this. Okay, I placed the Claymore. Уже такие просто пустые, унылые комнаты, ужасно. Pretty decked out M4 and a Vector, so I'm like, I'm chilling. А, как тяжело на это смотреть. I'm coming. Oh, yeah. Oh, you did? Yeah, my Claymore. Oh, I see that, yeah. Кого-то убили, пацаны. Alright, I'm gonna go up the stairs. Да, альфа-версия. Видно, что вообще все плохо. Because I think it sounds like it was what I had before. Whoa. Yeah. Was that? There's no way that was the precision. То будет на мобилках наполнять комнаты, но тем не менее, вон у них там. У них там еще 31 человек, по-моему, 22 команды. Все, мне не верится, что там сейчас 120 человек без ботов. Jailbreak intimate? Nah. How do I use this thing? I'm just tracking the radar here. Какая-то альфа, ну а что поделать? Зато карта полная, по идее. Весь Верданск. По идее. Я, к сожалению, не играл в Верданск. А сейчас уже не поиграю. Поэтому тяжело сравнить. Ну что поделать, придется вот это смотреть. Я охерею. Придется, наверное, завтра обзор делать. У него посередине написано что-то типа 5. Это 5-й уровень брони или что? 5-й уровень пластины. А, или у него 5 брони, наверное. Который он может себя вставить потом. Ох, нихуя, первый, второй. Серьезно, так легко? Как лохов?
Yes. Dude, this is the second time now. Нормально, пацан. Suck, bro. Там радуется мужик. У него 5 пластин, окей, я понял, да. Противогаз. Bro, Hawks had a gold, oh, he had a gold gas mask and a gold SMG. Hey, man, who knows? Oh, this is an MP5. That Fennec I had was pretty nice. Это не факт, что эту игру, кстати, Tencent делает, Oh, если yeah. что. I'm trying to crawl down. God, I'm slow. You can go down where I just went. Maybe. I don't know how to change or add. Whoa! That window's crazy. I'm gonna go back up to. I think we should just jump and start working our way. Извините за тупой смех. Да что это, блядь, было? Что нахуй это было в окне? Понятно, что тут все еще очень плохо. Просто, они же как бы, ну, это стримят. Нельзя же показывать игру настолько сырую. Да, блин, как они решили, сука, показывать настолько сырую игру, блядь, я не понимаю. Нельзя такую игру показывать. Ну это же, блин, у вас же продажи упадут, типа. Не показывают такие сырые игры. Это что за пофой? Новый уровень какой-то похуизма. Они, ну, я не знаю, они должны были бы, от них начальство требовало, чтобы они представили мобильный Call of Duty. Нельзя такую сырую игру показывать, сука. It was genuinely very unimpressive. There's an epic LMG here. This might be the gun you have, the Lackman 5.56. That thing's pretty nice. Yeah. Is that it? Oh, maybe this isn't it. What is this? I don't know. I'll take this though. Lackman 5.56. There's an ATV here. There's some stuff. Yeah, let's go on it. Alright. Допилят? Ну тут такое чувство, что я не знаю, тут еще до хера что допиливать. Дай бог, я не знаю, хоть в конце 23-м выйдет. Даже не факт, что в 23-м. Красиво смотрится. Alright. And hop out here. Yeah, it's right now in beta stage, so it's gonna take some time. So there's actually stairs somewhere. Я хотел бы еще ГУЛАГ посмотреть. Есть же ГУЛАГ есть. It might not be at this specific part. Dude, the buildings are so dark. We can climb up. Может быть так задумано, вдруг картонные текстуры домов это типа картонный город. I lied. There's one of them that's open. Берешь, тогда поджигаешь все, и все горит к хуям. Not this one. Okay. I think we're good. You know what we could do is Нынешний go хочу to a старый buy зомби-режим, station, да, 'cause ну we так both себе. have like a shit ton of cash, and we could buy UAVs and then just spam them and have like one giant advanced UAV. So I just tagged it. Oh, here it is. Ну, пацаны I've выиграют, not они used нормально the buy играют. station yet. How are you sprint running? There should be a tac sprint button for you. Oh, I see. All right, buy station. I have like a crap ton of stuff. Just buy a whole bunch of UAVs. Dude, what are you looking at? I don't see anything. The buy station in Ой, front of там you. заказал. Alright. Дрона заказал. Look at my screen. Yeah, it's like. Турель? There's no buy station in front of you. That's funny. Блин. Alright, well I popped a UAV. I wasn't like as rich as I thought I was, so I probably shouldn't have done that, but there's a team right here on this mountain. Еще на макс графике страшно представить, что будет на Oh, yeah, минимуме. behind us, I see that. I couldn't see on Интересно, the на каком radar if that was телефоне они above us or играют? not. What is that? Is there an up arrow, or are they just behind us? I think they're behind us. Oh, there's a few people. Okay. I'll worry about the Warzone guy, только like, Battle directly Royale. behind Думаю, us. сейчас пока Battle Royale только. Может быть, будет еще этот, типа Тарков. Режим Таркова. Dude, what? Where is he? Смысл тут минималки The ставить, и zone's так here, нечему and I still don't тормозить. see this guy. Dude, there's gonna be a lot of cameras. Oh, this guy just jumped, so I'm pretty sure it's one of the real people. Yeah, I see him. I see him. По-моему, это What был was бот. that? Нет? Gen Prod? I don't know. It could be one of the devs. MGL. Oh shit! What the heck? Just got hit. Oh, yeah. I'm sprinting Да, up there по-моему, now. это был бот.
You got Fuse shooting at you. Ух ты. Nice. Thanks. You're still getting attacked. One on me. Nice. Yeah, that was a teammate. Good stuff. Dude, my game just crashed. Crashed? No, you're walking. You're walking. Yeah. Okay, you're good. Yeah, but my capture card just crashed or something. Unplug it or plug it back in, or go to Elgato and just turn off and on your. What? All right, I'll try to chill out. I'd say just reset the Elgato. I think I just saw someone drop in front of us. Я могу сейчас. Чтобы вы видели стримера другого. Thought I saw. Oh, it was probably the loadouts I saw falling. There we go. Yeah, we're good. Thank you. Okay. Yo, we got shots in this building here. And it looks like there's people at both of these buildings. Качество убежало. Не, ну я даже не ожидал, не рассчитывал, что покажут нормальный геймплей про полноценно, типа, игровую версию. Ну, даже много показали, на самом деле. То есть, типа, ради полноценного обзора, можно, да, завтра будет полноценный обзор сделать. Yeah. We're gonna have to go to zone, honestly. Он надел противогаз. Whoever is here, they know how to play the game. That's an ATV. What am I doing with my life? Давайте хоть до конца доживем этого I'm like really focused on not dying here. матча. Мы, наверное, еще один матч посмотрим, и все уже на этом закончим. По-моему. I think I got knocked. Battlefield Mobile лучше выглядит, да? Лучше. Но Battlefield Mobile уже сколько? Ему уже больше года. You might not even be a game anymore, О, и он еще и год будет релизиться, наверное. Кнопок больше, чем в Апексе. Вот пацан, по-моему, столько кнопок выставил. Like, is Godsley and Vague still alive, or... Я не могу понять, что это за кнопка, обозначающая джойстик. Рейку поставил. Post a shield turret up. I'm not gonna do anything with this. Yeah. Так, все, почти финал, кстати. Sounds like there's footsteps still behind me. Oh, okay. Нихуя он! That's probably why. Alright, Ну это боты, there's a team по-моему. left. It might be Godsley and Vague camping this out. I wouldn't be surprised. Alright, chat. Honestly, I thought we had that, but then something happened. Unfortunate. Would I like to feedback? Not really. Right now. Okay, I have to have tactical sprint somewhere. I don't know if this is it. I can show you where the button is after. Yeah. I would appreciate that. Think I'm light. А вон они. Там второй же был на крыше. Да, типа, видите, он одного убил, второму похуй, это одни боты. I'm like fighting depths right now. It's hard. I've got zone though. I'll just wait till you. I can get a weapon mount going. I can beam them. Это немного странно, вот там вроде зона, а он показывает, что кружок в красной зоне находится. Не совсем понимаю. Actually, I have such great position here. Не, да понятно, что сейчас боты будут, у них нет там по 120 человек, действительно, я не спорю. У меня вопрос, это получается просто реальный игрок против ботов одних сражается? А, нет, или нет? Еще двое. А его пацана, его друга-то уже убили, он один, значит нет. Значит, тут все посложнее. Давай, ты сможешь! Ты сможешь! Ёбни их! Бля, они, правда, тебе спину подставляют, я не понимаю. По-моему, вдвоем уже должны были тебя убить.
Может быть, это типа боты на самом сложном? Dude, the recoil is so hard to control on phone. А, не, все, его ёбнули, я думаю, нет еще. I think I'm gonna die. Что, победил? Победил! Сейчас давайте заставку посмотрим победы. Там их забирают, как в этом, как в, ну, в ПК-версии. Генпрод. В воспоминаниях, и тут видно одни боты. Hey, this is Insanity and JHC. I have no idea. Oh. It's either AI or just like the people that they have here. Dude, the recoil is crazy. Первое место. Куча опыта дает. Да, посмотрим. Еще меню надо посмотреть, как меню выглядит игры. Wow, you want to get to sit on again? No, he wants to go Superstar. Hit controls? 13 киллов. Дай посмотреть, что там, как меню выглядит сейчас. Что это за хуйня? Ну-ка верни, пожалуйста. You might have it combined with something. I really don't know what your settings would be, but that's the button you're looking for. Видимо, контроль настроит. Дайте меню, как меню. That was a crazy garbage endgame fight, but we made it work. Dude, I tell you, it's so hard. You guys have no idea. You have no idea. Lumba, thank you for the 100, by the way. As far as super chats over, Картинка была на ПК? Да, уже не помню. Ну, я не играл. Я играл в Warzone, но который там сейчас новая карта, вот в эту карту играл. Верданск я не играл. Dude, that final fight was so garbage. So I'm thinking maybe I go to sensitivity and change the vertical multiplier. Настраивает, все настраивает. Maybe a tad. 100%, он там один, там несколько еще, наверное, блогеров и все, остальные боты. Battle Royale Верданск, да. Да. Больше ничего нет. С левой части просто выбор пацанов. Команда до... Я не понимаю, до 4, по-моему, или до 6? Если меня убрать вот так вот. Ему еще дадут поиграть или все? Походу все. Ну, теперь наслаждаемся бардачом, чего могу сказать. But it has a long way to go. You know, it's not like this is the final product. This is like a pre-alpha. But it's gonna be so fun. I imagine this because I've played many games in their early stages like this. Ну-ка, это что-то стримит. It's gonna be incredible. А, он еще кого-то ищет. Блин, а он кого нашел сейчас? А сейчас кого он нашел? Что-то я ни хера не понимаю. Че, видимо, ждать, пока этот пацан еще раз будет играть? Ну-ка, сейчас, секунду. Нормально, у него 1300 зрителей. У пацана 600 тысяч подписчиков. Ну да, конечно, конечно. Конечно, мы его пригласим. Я бы там тоже показал бы, если бы меня пригласили. Ладно, дайте я еще тогда поищу что-нибудь.
It's very difficult to work with like the App Store. Is your mic choked up to your headset? Yeah, this mic is the one that. Сейчас надо еще кого-нибудь поискать. Actually, let me do a quick test call of you guys because I am curious. So this mic is the mic that they. Сколько трансляция залагала сейчас? Right? That's what I've been talking about. How does this one sound? О, сейчас можно запустить игру. Будем же этого пацана смотреть, это он играть умеет. Я разочарован. Ну а чё? Да, игра вообще не готова, что сказать. Что тут сделать? Они сначала просто сделали вот эту карту Верданска и сделали, чтобы она была рабочей. А потом уже, да, видимо, будут на него мясо накладывать в плане графики. Все, что они могут сделать. Оператор, блин, покажи операторов, покажи кастомизацию. И чтобы делать обзор, все выискивать сейчас придется, что ли. К этому пацану надо подписаться, потом посмотреть, что у него вообще. Давайте посмотрим. Что там у него? Когда он играть начал? Но он начал играть, когда вот должны были показать мобильный Warzone. Я просто хочу посмотреть, у него есть какие-то, типа... Ну не знаю, блин, покажи операторов. Ну там, наверное, это еще недоступно. А он просто начал гамать и все. Сука, новую игру не начинает. How does that sound? You guys like that better? Этот, видимо, просто другого блогера открыл. Да, другого открыл блогера. I'm listening to it now. Alright, I can attempt to fix it the mic. Hold up. It just when I'm close to it, it sounds decent. I can just turn the noise gate off. Ну, это тоже ни хера не делает сейчас. Ничего тоже ждут. How does that sound? You guys like that better? It's just gonna sound bad. It's not a studio mic. It's a USB mic. And I'm at a huge event right now that's crazy loud. Там жокеста в настройках ковыряется. You guys aren't gonna like this. But to change it to this one. Again, this isn't gonna be any better, most likely. В настройках это не очень интересно. Keep this up there. This. Oh my god. Chat, my mic graphics is locked, and Controls, audio, аккаунт, графика, language. Пока недоступно ничего. Видимо, сейчас все ждут. Давайте тоже подпишусь на всякий случай. Черта нет. Yeah, there's a few players going over here. Oh shoot! No! Oh my god, I was almost bobbing for a second. Dude, I armor plates. That's gonna be bugging me for a bit. Я вообще здесь настроек не вижу. У него в основном они в управлении лазят. Они, наверное, настройки графики выбрать вообще не могут. So I'm chilling. А кто-нибудь из вас, блин, начнет или не начнет? Ну, этот попопулярней. Ну-ка, это кто? Что за пацан? У него 500 000. Нашли кого приглашать. Ладно, я шучу.
can hear me. Not my stream, but the other stream. I don't think this being on has any meaning. Am I echoing now that I turn this mic on? Or is that fine? Mic on? Or is that fine? From where? Okay. Okay. Sounds good. You stay on top of that, because I'm not gonna do it right now. Во-во, кого-то приглашает. Даже пока нету, видите, общей картинки, чтобы показывались, твоя команда показывалась. У всех одинаково аватарки? Я не могу понять, здесь, блин, 2 из 6 или что? Because apparently my mic wasn't working the whole Только time. здесь тоже не видно. That's Они ждут, видимо, команды. Команды ждут, чтобы начать игру. My stream was constantly saying it was dog shit. Off? Oh, yeah, if you tap that, it's... I talked to Vague, and he was close. Явные блогеры денег просят, а эти за бесплатно. Да, логично. And red means it's on. 2 из 6 друзей в сети. А, ну, наверное, так, да. А если у тебя, не знаю, 200 друзей, он тебе все 200 будут в этом кругляшке показывать? Не, ну, я сомневаюсь. It's tough. It really is at these events to have, like, top-notch quality. Anyway. Делать Верданск уж очень сложный и долгий процесс. Там очень здорово. We're gonna get a thumbs up when we're supposed to queue. New playlist. What was that? Dude, so my biggest issue at this setup is my queue up. All right, queuing. Ничего у него там за телефон-то? This game has potential, absolutely. With how early stage it is right now, this game's gonna be incredible. There's no way after the success. Надеемся на бетку в этом году. Ну, блин. Ну, так вот нечто похожее будет. Они вряд ли успеют до конца года что-то с графикой сделать. Если будет какая-нибудь бетка, то вот такая вот. Мне как-то вообще не очень. Всё, последний раз, все, идет, ребят, поиск матча пошел. Последний раз давайте смотрим, последний матч и все. Again, because there's only like 15 to 20 of us, 30 of us with access currently to play on the version that we're on, like the creators that are here, and then the few devs that are playing. Не только в 23-м. Еще не факт, что они вот это успеют до 23-го сделать. Вообще не факт. Is the fact that this game is going to have no AI. 10 out of 10 so far. I mean, Уж точно не в начале, не в середине 23-го они выпустят эту игру. 23-й, может, только нормальные бетки пойдут. Выйдет она, скорее всего, в году 24-м. iPhone 14? Ну там кулер такой сзади, мощный. Разноцветный. Ну, вполне возможно iPhone, кстати, действительно. And then I still have a little bit of problems with my like joystick and like some little hitches here and there. So like for example, a problem that I see when I'm reloading, if you sprint, it cancels your reload. Сейчас, я что-то просмотрел, а как он упал-то? Я не понял, а как он упал? Сейчас я извиняюсь, как он упал-то? Просто упал, да? То есть, типа, самолета никакого не было? Заебись. То есть он просто упал. To showcase the gameplay and just provide feedback on a level that not a regular consumer of the game would provide. As people that just have like, you know, as much mobile gaming experience as most of the guys. Он играть будет. Looks like, yeah, there's some frame rate drop, but again, this is. Там вокруг, я не знаю, столько красных точек, нихуя не делает. History winner facts. I won the first ever.
Нормально, что он нихуя не делает. Ух, там какая-то тянка прошла сзади. Это куда интереснее, чем то, что он сейчас занят. Пока лобби не набрано. Может быть. Ой, его сейчас ёбнут. Ёбни его. А, все что ли? Серьезно? О, кстати, ГУЛАГ сейчас покажут. Сейчас ГУЛАГ должны показать. Давайте посмотрим, что там с ГУЛАГом. Если его вообще сделали. Ага, понятно. Что это за пиздец? Может, это тренировка была, я не знаю. А, вот, типа через 74-73 минут начнется игра. 73 секунды. Это тренировка. Разминка, да, я что-то не сразу понял, да. Loud. Alright. You gonna try Modern Warfare 2 after? I'd like to after the event. I might be able to. Alright, how are my audio levels now? Because gunshots were stupid loud before. Oh, I played with them on the wrong track, didn't I? No, I didn't. I'm good. Yeah, everything's looking good. Sounds fine. Both audio. Nice. Yeah. Для такого большого проекта выглядит не так плохо. Если бы на таком этапе сейчас была бы арена Breakout, я бы слова не сказал. Не знаю, нет, фишка в том, что такую сырую игру вообще не представляют и не показывают. Это очень странно. На таком этапе игру не показывают и не делают турниры. Это очень странно. Это как будто им что-то надо было показать, но... Это прям реально пиздец. Нельзя такое показывать. Ладно, кстати, вот самолет пошел нормально. А где там вначале должна быть картинка, типа... Твои пацаны, они вместе... Что-то вот этой анимации не было начальной. Очень пиздатая. Только всем интересно это альфа. Мало ли что кому интересно и что. Не показывают такую раннюю игру, потому что... Ну, огромное количество людей может разочароваться. Просто незачем. Ладно. Yeah, there's footsteps around here. What? Who knocked you? Dude, I pulled down my notifications and then all of a sudden I'm just... Knocked, yeah. Он там базуку взял. I'm trying to nuke to whoever just knocked you. There's a shit ton of money here. Наверное, они не успели подтянуть графику. Наверное, не успели. Не успели подтянуть, ничего не успели. Просто все текстуры надо менять и все. И перерабатывать. То очень много работаю. По-любому выгоду с этого получит. Да, скорее всего, это эти... Владельцы Activision Blizzard, они просто сказали, что все, просто показывайте и все, что есть. Им пришлось показать. Сдох. Так, ну сейчас должны ГУЛАГ показать, нет? Да, ГУЛАГ. Во, анимация такая же, как на ПК, кстати. Вообще идентичная. Нихуя себе, даже в койку бросили. Не, ну сейчас еще ГУЛАГ будет. Пацан может отыграться. Против Колока 33.
Can we throw rocks? Oh, we can. Nice. Yeah, dude, that sucks, dude. I'm gonna probably turn on guided access on the settings for Atlas. Yeah, I'm gonna do that right now. I'm just waiting if Noah doesn't get into a game, like if he loses this, then I'm gonna probably do that. Hey, whoa. That's pressure. Уже готовый скелет. Не, ну да, анимации неплохие. Даже видосы есть. Блин, ГУЛАГ я прям точно помню. Если карту я всю вспомнить не могу. Забил пацана. ГУЛАГ абсолютно такой же, как на ПК. Ну, карта, если не ошибаюсь, вот прям идентичная. Там, если верить, она очень большая была. The render distance isn't great, but yeah, I'll do my best, and I should be able to stack up cash. Airport honestly has a lot of cash. Явно будут допиливать. Нет, блин, они текстуры допиливать не будут. What the hell? You hear those airstrikes going by? God dang. Что, ну придется, да, завтра видос все-таки делать как-то. Ну, хотя бы есть из чего. На карте есть мелкие изменения, также новые локации добавят. Интересно, какие. Это не Верданск, это Это Верданск. В смысле, это не Верданск, это Верданск. Просто из-за убогих кривых текстур это очень тяжело понять. Это Верданск, но на ПК же не один Верданск есть, да как так-то? Нет, на ПК Верданского на ПК уже нету. Давно причем, очень давно. Уже как год, что ли. Oh, you pinged something. That's a buy station. Yeah, as soon as I find money, I'm actually struggling on that right now. I'm not gonna lie. Yeah, I don't know what I pinned, but how much is the buy station? That's what I was asking my chat. They're about to answer me here in a minute. I can't remember. I think it's 4,000 for a res though. And I am broke, dude. Can I go through this? No, not in this game. Oh, where's on PC? 4К у него. Pick up the M4. It's 4K, okay, that's what I thought. А у него прям две какие-то возможности. Он может ракеты вызвать и турель поставить. Вот это прям вообще что-то новенькое. Не совсем понимаю. Патроны может поставить. Две какие-то активные кнопки, причем под это есть. Такое в ПК не видел. God dang. I gotta like kill the bots to get stuff, apparently. I don't like the music that's playing right now. What the hell? Oh shoot, there's a guy up top. I think that guy just died. The dude down low. Я думаю, они не могут здесь выбирать настройки графики. Им это не дали. У них все, ну, у всех все одинаково, стандартно настроено в этом плане. I'm terrified, Chad. I'm not gonna lie. There's a lot of pressure. Oh, why is there a helicopter here? There's no way. Ну, вертолет есть. Revenge! А, во, он вызвал. Сейчас ракеты туда упадут. Alright, we gotta get away. I've gotta assume JHC is close. Who the hell are these guys? When's it back up? Oh, shoot. Bro, his bot teammate revived him. Но его пацан... Так, если он не один играл... Я, может, пацан...
There's спасет. no shot. I should have griefed him right away. I thought he had JHC as a teammate. Нет, не спасет. Oh, Да, в прошлый раз он выиграл. Oh, I think my game might have crashed. We're good. Ну, не знаю, стоит ли еще ждать еще одной игры. No, that's fine. Давайте посмотрим другого пацана. То есть этот пацан. Смотрите, он живой. Представим, что это тот, который убил вот нашего пацана сейчас. Представим, что это он его убил. Yeah, that's what I'm thinking. Like, I'm just trying to make it easy for you guys to see, but yeah, it is definitely the stream. I'm gonna go ahead and fix the settings. Он один? Он еще с своим пацаном? Они вдвоем... О! Смотрите, это второй. Это тот, который мы играли. Он рядом. Он прям сосед для них. Угарно. Я что-то нихуя не понял. Он телефон бросил. Почему пацан бегает? Это вообще он играет? I'm gonna do chat. I'm gonna do a BRB. It's gonna take like maybe 2 minutes. Just give me 2 seconds. Чё? Be right back? Кого хуя? Что происходит? Что происходит, мать вашу? Так дайте посмотрим, что там на трансляции. Мы это уже смотрели. О, кстати, как раз таки мобилку показывают, мобильную Call of Duty показывают. So for us, pre-registration is going to start today. We'll have a little bit more on that later. We're super excited. And if you're on О, там и девочка есть, которая на мобилке играет. О, нифига, какая тянка смотреть. Нормальная такая. Надо найти ее канал. А, что так лагает ужасно, пацаны, вы чё? Пацаны, найдите ту тянку, которая играла в эту в Call of Duty Mobile. Там какая-то тяночка была, по-любому она стримит. Warzone Mobile, and honestly, it's been such an amazing, great time here. But obviously, before we do end all of these, we're gonna try to see what kind of fun all these streamers are bringing up over here, because we are taking up on the screen right now. I mean, this ends with us just trying to introduce the game, but obviously, every one of us, we want to see the gameplay. We want to see everything that's happening here, and obviously, I am with the best person to talk about everything that is happening here on your screen right now. Oh man. So when I'm looking at this gameplay right now, for me, one of the things I love about Warzone is that vehicle play. The vehicle play, the movement, and the combat systems all tied together. I'm a thumb player. I can't do the claw myself, so when I see other thumb players, in particular on the vehicles, it's a soft spot for me. I just feel great. Yeah, I mean, I feel like a lot of the players right now, even if you're not on mobile, you just see this map and you go back way back 2020. And you're just seeing this map Verdansk. It's just you're basically having a little bit of a throwback from when you used to play this map, and you get to play it here on mobile. And so I feel like it's just so exciting to finally see this map back into life. And really, we're just ready to play. I know, yes, we're in alpha right now, but I played the game yesterday. It feels amazing. 100%. I think you nailed it. I think the team is really, really, really happy with where we are. If we think of the development process, we typically think about 4 stages, and we're in the 2nd stage right now, where we're live to some amount of people in our alpha, and we're going to be entering a beta shortly. So for people who are interested in getting their hands on the game, the best way to do that, to pre-register now, follow all of the channels on social. There'll be some great updates there. And we just have loads of improvements. Опять кого-то ёбнули, видимо. We just have some super cool stuff. New features, new gameplay. Gunsmith is looking absolutely показывают, как другие пацаны напрягаются. They're just not going to believe what we have coming out with soon. And as you can see over here, we definitely have streamers that you're very aware of already, just logging in, checking out Warzone Mobile.
Мне больше всего сейчас интересует, там какая-то тяночка стримила мобильный Call of Duty. Что это за стример? Там мне что-то такая тяночка была. Единственное, что тут интересно. Зачем не показывают двух сразу стримеров? Me too. Boneyard for me is my favorite. I'm a player. I like to equip two things. I was like two primaries for myself. Ее, правда, уже убили, к сожалению. И вот, блядь, уже не покажет ее. But that's what I love. Boneyard allows me to do both those things. I tend to like to hide out myself in some of those little airplane shells, wait for unsuspecting people to come in, and you know. А тут же показывают их имена, да? That's me. Boneyard all the way. Я видел, она где-то вот здесь была. Извиняюсь, что у меня два... Извиняюсь, что у меня два голоса было одновременно. Наверное, заебались. Сейчас, короче, пацаны, ищем тяночку. Где там? Блять, где это было? Сейчас ищем тяночку. Я ее видел. Everyone's having a blast. The prizes for is ultimately in this made for mobile amazing. Педофил. Педофил. And for me, one of the things I love about Verdansk as a player is there are these interaction. Yeah. You know, just this in general. Я ее видел. And some unique wars nearly as much. Here backstage. Все будет. Я ее найду. All that kind of good stuff. Warzone, honestly, it's screen right now. Блин, ну вот это вот мы видели, да, это мы видели. Вот она! Нашел, пацаны. Так, где это? Кто это? Алана Ларана. Это она? Алана Ларана. Сейчас, подождайте, посмотрим. Секунду. Сейчас найдем. Алана Ларана. Алана Рана. Алана. Кто ее учил ники придумывать? Это она. Я как бы нашел ее, но это какие-то... Это не то. Она, видимо, на Твиче стримит, короче, не на Ютубе. Если на Твиче, то до свидания. Фу, она, наверное, на Твиче стримит. Нет, фу таким быть. По-любому, ну, девочка на Твиче будет стримить. At the very end sections of it, where yes, you might not have better loot, but you might have a better time not really looking for those kills. But the best thing here is you need to find that middle ground in every BR game that you Ладно, have. что там дальше происходит? For here, cash is king. You need to buy out, go and find a way to buy your fallen teammates, because we've already talked about it before, or maybe even meet them in the gulag later on. I'm really hoping to see a gulag feature over here. I want to see it. Me too. And looking at the mini map here, there were just quite a few red dots around. Something tells me we're going to see the gulag pretty soon. And now we're talking about the weapons that they have over here. Obviously, it's something that we've seen already. The Fennec, I feel like it's going to be a really good gun. And speaking of, there you go. Gets one. So that's a really good start. So hard up. We can see Bobby Blaze. I mean, it's just like Bobby Plays has been such a tremendous name here in the mobile scene, and now he Тебя бы needs на to get этот out, турнир. because Да я бы, if да, he's gonna be in конечно, я big бы trouble, всех разорвал. especially going out here with no Всех бы cover разорвал. whatsoever. К сожалению. I don't know, Bobby. Да меня на самом деле приглашали. They need to find a way to, you know, just get some cover. There you go, finds one. Gets the kill, and that's going to be really good for them. Ну, сказали, чтобы, типа, я отказался от того, что я русский. Я сказал, нет, ребята. И все, и поэтому не поехал. Me too. Super curious to hear. Also curious to Сказал hear бы how здесь, this что отец, но... interaction here ends. I want to go back to Я же what you were saying охуенно earlier with играю. the loadouts.
One of the things for me that I just absolutely love about Warzone is being able to have this little in-game economy and the strategic choices that happen as a result. Sometimes Доказал, что не терпил, ну, конечно. Они еще предлагали денег, много денег. Ну, я, конечно, говорил, что родину за 100 тысяч баксов не продаю. Ладно, 100 тысяч баксов жирно было, не верится. 2000 баксов не продаю. I'm not very good at it, and that's why I'm being a shoutcaster. I'm just kidding. But really just playing the game. Еще да, еще вот эту Аларану обещали тоже познакомить с ней, но я говорю, идите нахуй. And so that's such a huge deal, especially since you're putting it in such a tiny device, tiny but powerful device, and to have the same thing here. Not only that, it has its unique aspects as well. I think we've already mentioned it before. Mobile, yes, even though you already have it, Warzone is here, it has its unique features. Big time. And when we started making the game, we listed out all these options. We could make something that was totally not connected. Такие гоночные машины. No connective tissue to Call of Duty console or PC. And on the other end of the spectrum, we could do an exact port, something that felt exactly the same, had, you know, same experience, same economy, same everything else. What we decided in the end игра еще не вышла. Да нет, скорее всего, телефоны не стримеров, скорее всего, это вот именно подготовили. Эти телефоны подготовлены, игра скачана чисто на телефонах у этих стримеров, у тех, кто там находится. Игра на самом деле никто не может поиграть в эту игру вне стенок того ангара, где сейчас все стримеры сидят. Никому эту игру не дадут. Надо. Yeah, speaking on the right track. Noah from YouTube getting these kills already, and it's our first time seeing him right now. So, again, where he's at it's going to be a prime spot because it's not going to be too crowded, as you can see here, but you can also get really good loot. So that is definitely one thing that you want to have. And now for him exploiting all of these, I can see the movement is very much like Warzone. I feel like for me that was one of the bigger questions. It's like, what's the movement going to be like? And you can see here, it's good. He's done. He's already kind of felt the game pretty right to the fact that he can get a lot of these kills. And so, how was it like trying to transform into the movement coming in? Ну-ка, Аларану надо поискать. Подождите, на Твиче надо Аларану поискать. We thought movement, that's one of those things. Movement and really the whole combat experience. It's something that we just felt like we don't want to mess with it too much. It's so special. It's what makes Call of Duty Call of Duty. So for us, it's about rendering that in the right kind of way. And again, not totally there, but man, we're pretty happy with where we are at this alpha stage in the development process. I'm just so excited to see every one of these streamers just battle it out, especially at the very late game, where you get to see the circle just kind of closing in. But obviously, we only have a set amount of time, and that brings an end to what we saw when it comes to the gameplay of Call of Duty. Ее смотрит 317 человек. Really fun, really exciting to see all the streamers playing the game, and we still have 317 человек, ну я, конечно, ну, типа, не такой охуенный, как она, но... Yeah, what's going on? WWE Superstar Xavier, what's AK? Почему как бы ее пригласили, а меня не пригласили? Ты, конечно, понимаешь, что она секси. Ну как секси? Having a good time. Good to see you, man. Good to see you. How you been? I've been great. Good. I'm having such a good time so far, man. It's crazy. Well, I love to see you. Yeah. Now, first things first, we've all been at home for a long time, and now we get to come out to come do an event like this. You get to see all your давайте buds. сейчас этого Аларану посмотрим. Хоть на тянку поглянем. Yo igual tampoco tengo, pero ¿cuánto dinero tienes? Ну, типа испанка или бразильян, короче, какая-то... Compré. Ya lo vi. Está en la puerta. Женись на ней, забирайте 300 онлайна. Retirada. Cayó alguien atrás,
Cayeron dos atrás. Ой, esta cocina no me deja ver. Давай, да убей ты его, молодец. Давайте уже досмотрим ее и... В принципе, с этой игрой, по-моему, все уже понятно. Кстати, максимальная графа же, да? Да, это максимальная графа. No tengo balas de nada. ¡Me muero! ¡Me muero, loco! Не русский, это точно, да вы чё? Oh, tengo esto. Ну, это португальский, получается, португальский язык. ¿Cómo le tomo? По-моему. Oh, ya tengo balas. Ya tengo balas, amigo. Acá está la corona. Oso, acá está la corona, oso. Acá está la corona. Пизди его, пизди. Нормально, нормально играет. Сейчас со спины убьют. А нет, нет. Они все по 2 играют, кстати, они 2 на 2 в режиме. Причем у ней 200 тысяч, ну что-то как-то... Онлайна немного. Хотя, что мне судить об онлайне, блин? Aquí hay un real, uso. Es real. Vamos, ¿no? Hay uno a la derecha. Ну она рашит, она прям всех убивает нахер. У них прям динамичный геймплей пошел. Да спаси ты ее, блядь. Cura, 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 cura. Ey, vamos a tener que rotar, ¿no? Ya no tengo placas. Tengo una más. Меня, короче, приглашали на... Не, серьезно, сейчас без шуток. Меня приглашали в Москву на... Там релиз был PUBG New State. И вот там русских блогеров тоже позвали. Типа там была битва между блогерами, Twitch, тиктокерами. И меня тоже туда звали. Я сказал 30 тысяч рублей. Но мне впадло было ехать в Москву. Типа я мог сказать и бесплатно только за это, за дорогу, но... Нет, извините. Мне было так, впадло, я сказал 30 тысяч рублей. И мне проигнорировали меня. Не, отсюда бы я, конечно, хотел бы заглянуть. Нельзя графу менять. Ну, скорее всего, да, здесь нельзя менять сейчас. Там Маламадрос побывал. Да, там был Маламадрос и Лего. Ну, из тех, которые я, по крайней мере, знаю. Да, были такие люди там. Я, может быть, познакомился бы лично с Маламадросом и Легой, но нет. 30к, чтобы выйти, нихуя себе, 30к, чтобы выйти из квартиры и поехать в Москву. Трахнули нашу девочку. Посмотрим, как она в ГУЛАГе будет. А где ГУЛАГ? Вот ГУЛАГ. Это значит, она еще не умирала. А знаете, почему у нее онлайна мало? Потому что у нее ник Алана Лорана. Был бы нормальный лик типа Аларана, того все было пиздато. Да я как опытный пацан говорю. А, она умерла в ГУЛАГе, получается? А ну все, тогда она проиграла. ГУЛАГ такой же, как и на ПК был, да, действительно.
Perfect, cuidado, muy alta. Батиха Yo в también, ГУЛАГе не el único вывозит. problema que les pongo esto es literal esto, tipo, neta, no deja Рип picarle. секси. No deja picarle en esas ocasiones, tipo, no se puede. ¿Se siente mucho el retroceso? Sí. Sí se siente mucho. Переводить то, что она говорит. Se siente bastante. Ну, она обо мне говорит. Ну, типа, тут Chat, me estoy pipiando, pero así de que neta haciendo pipí, que no te много puedo чего хорошего. explicar. Я Me слишком dejan ir al скромный, baño, чтобы об этом говорить. me dejan ir al baño bien rápido y no se van. Es que no me aguanto. Наверное. ¿Cómo sientes huevo? Me gusta mucho. La neta sí me gusta. ¿Me dejan hacer pipis? Corre. ¿Les pongo la transmisión o les pongo la cámara grande? ¿Qué prefieren? ¿Transmisión o la Тиммейты cámara смогут треснуть за grande? деньги. А, да, точно. Ее же могут треснуть, действительно. Sí, bro, quiero hacer pipis. Ее же Hoy могут vamos, ya треснуть, se va a acabar пацан. la partida, esperamos a que acabe, Ну, ¿no? это если его второго не убили еще делать. Тут непонятно. ¿Les pongo entonces la transmisión o la partida, chat? Если она выйдет, то все, да. La transmisión. Lo que tú quieras, viejo. Le voy a poner la transmisión entonces. Ладно, может быть еще не конец. No me deja ni picarla nada. Voy a cerrar y abrir el juego porque neta no me deja ni Ну-ка, picarla. ну-ка, давайте мобилу ее Sí me molesta, посмотрим. me Это está ее molestando мобила? mucho eso, me da ansiedad, ¿sabes? Que no pueda picarle, tipo en el gulag no puedo voltear ni hacer nada ni me deja ver. Eso me estresa, pues, un poco. Ok, ahí les voy a dejar la transmisión. Voy a hacer pipis, ¿ok, chat? Че она включилась No me сейчас? tardo. No me tardo, no me tardo, no me tardo. Los voy a Она estar сейчас просто стрим vigilando. включила. Pórtense bien, los voy a estar vigilando, hijos de su cola. Ahí vengo. Yo también, qué coincidencia. Какие у нее чулочки. Вырядилась на стрим. Ладно, давайте посмотрим, что еще тут есть. Че у остальных стримеров-то? Они все еще стримят это дело. Не, пацаны уже, по-моему, ничем не занимаются. У них, может, уже трансляция закончилась. Похер. Давайте посмотрим, что у этой Play Call of Duty with трансляции. all of them. How does we're gonna get into some battle royale? I'm just having fun. До сих пор мобилку показывают? I walked through all these setups. I saw the cameras were А, in the не, right все, spot. они, короче, How is it still- закончили. Ну, все, наверное, получается. Негры. Перевод. Фомикс красивый, умный, непродажный. Ну да. Ну что, в принципе, все очевидно, все понятно. Это полный пиздец. Ну, типа, я действительно удивляюсь, как они на такой презентации показывали настолько сырую игру. То есть, там многие говорят, что да, анимации неплохие, но в плане графики, по-моему, да, еще хуже, чем в Battlefield было. На самом деле, мне действительно странно, как можно было такую игру показать. Ну, такую настолько еще сырую. Мне кажется, она выйдет где-то в году 24-м. То есть до конца этого года еще, скорее, вряд ли какая-то бетка будет. Очень сомневаюсь. В 23-м только бетки пойдут, а в 24-м, мне кажется, она только выйдет. Не фантазирую, чел, ну а что поделать? Я не фантазирую, я предполагаю, это разные вещи. Я не беру это из ниоткуда. Я смотрю на этот геймплей, и мне кажется, нет, в 23-м году она не выйдет. То есть, типа, там еще все это дело оптимизировать, там надо все это дело привести в порядок, нарисовать все эти текстуры, а потом еще оптимизировать это все придется. Нет, это за год, я сомневаюсь, что они за год это сделают. А, кстати, опа. Там все-таки был выбор операторов. Сука, я этого и ждал. Он хоть под конец стрима показал, какие операторы там есть. А можно еще раз? Еще пошел. Ладно, больше мы не будем смотреть, я думаю, вообще смысла нету уже. Конечно, Battle Royale как... Действительно, абсолютно, кстати, ПКшная часть. ПКшный Battle Royale, такой же, как и на ПК. Тот же самый Верданск. Действительно, ну. Все проблемы действительно только с текстурами. Что ж, ставьте лайк,
Подписывайтесь на канал. Завтра, наверное, придется обзор делать из вот этого вот мыла. Что-то придется все вот это вот вычленять отдельно как-то. Ну, презентацию они нормально устроили. То есть мы действительно в полной мере полностью смогли нормально геймплей показать. Что хорошо. Что ж, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Завтра постараюсь херануть обзор. С вами был, как обычно, Fomix. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.